Что за чертов старт? Только попал в этот мир и уже чуть не придушили. Небеса, вы надо мной издеваетесь. Князь, принцесса Цзю. Умерла. Вынесите и похороните. Умерла? Умерла. Это же самая любимая принцесса императора. Внучка самого императора-отца. Тише. Скорее, похороните ее до рассвета. Иначе всем нам головы слетят. Да, пошли. Кого это вы собрались хоронить? Есть тень. Приветствуем принцессу Цзю. Пощадите нас, принцесса. А где Фэн Лия? Отвечаю принцессе, князь он ушел. Ушел в нефритовый дворец. Судя по воспоминаниям прежней хозяйки тела, это та самая чайная княжна. Место жительства Чуваюнь. Наш князь-наследник тоже хорош. В брачную ночь задушил прежнюю хозяйку тела и тут же умчался в объятия другой. Такой слепой и бессердечный подлец. Зачем держать его, если не для развода? Разве что на Новый год оставить. Раз уж я заняла твое тело, то обязательно за тебя. Добьюсь справедливости за все, что было раньше. Братье, эта Юньер не заслужила счастья служить тебе. Это вина Юньер. Какая же это ваша вина, княжна? В те годы. Ваша матушка спасла мать князя. И сам император пожаловал вам титул княжны. Кто во всем Поднебесной не знает, что вы двое? Идеально созданная небом пара. Мне кажется, это явно принцесса Цзю, она, пользуясь благосклонностью, зазналась. Вынудила вдовствующую императрицу издать указ и разрушила ваш брак. Испортила всю вашу жизнь. Жоуэр, не смей болтать ерунду. Между мной и братом Е лишь дружба. Юньер просто не выносит мысли, что брат Е женится на такой бесстыдной и бесчестной особе. Брат Е. Юньер готова отказаться от всех почестей и богатств, положенных княжне. Готова стать служанкой, лишь бы остаться рядом с тобой. Нельзя, княжна. Вы — драгоценная ветвь и нефритовая плоть, как можно? Раз уж княжна Юнь так хочет стать прислугой, то завтра я попрошу императорский указ, чтобы исполнить твое желание и взять тебя ко мне простой служанкой. Раньше она всегда была в ужасном гриме. И я никогда не замечал, что она так прекрасна. Это принцесса Цзю. Без тех уродливых нарядов. Она даже без макияжа так хороша. Черт, с тех пор, как я обманула ее. Что брату ей нравятся именно такие вульгарные наряды. Эта дура свято в это верила и каждый день ходила с лицом, как у привидения. Почему же сегодня она вдруг появилась без макияжа? С ее-то красотой? Нет, я ни за что не позволю ей этой внешностью. Увести брата Е у меня. Принцесса, хотя брат Е и не провел с тобой брачную ночь. Но ты не должна с другими мужчинами заниматься такими делами. Брат Е держит в руках военную власть. Он бог войны великого Чу, император лично пожаловал ему титул наследника. Ты так поступаешь, разве не заставляешь всех в мире смеяться над братом Е? Что это за слова, госпожа уездная правительница? Все это посадил для меня твой брат Е своими руками. Как же у тебя из уст это превратилось в улики моего прелюбодеяния? Неужели вся твоя репутация нежности и добродетели была притворной? Нет, брат Е, Юньер не это имела в виду. В ту брачную ночь ты чуть не задушил меня. И все ради этой фальшивой белоснежной лотосовой святыни. Наследник, ваш вкус действительно не ахти. Принцесса Цзю, зачем так яростно нападать и унижать меня? Тогда позвольте спросить, госпожа уездная правительница. Какой у вас умысел, публично обвиняя меня в измене? Я просто оговорилась, ненарочно.
Оговорилась. Твоих оговорок, пожалуй, слишком много. Вся эта моя запятнанная репутация обязана твоим оговоркам. Она как-то изменилась. Братье, Юниор не это имела в виду. Я знаю, принцесса Цзю, она. Просто не хочет, чтобы Юниор была близка к тебе. Поэтому и ударила по лицу Юниор. Юниор не обижается. Госпожа уездная правительница. Вот. Это называется ударить тебя по лицу. Как ты смеешь бить нашу госпожу уездную правительницу? Бью и все, разве мне нужно выбирать день? Оскорбила принцессу империи, получай пощечину. Избавляю тебя от смертной казни. А ну быстро на колени и бей поклоны. Наследник, смотрите, она всегда так. Обижает нашу госпожу уездную правительницу. Братье, с Юниор все в порядке. Юниор просто не хочет ссориться с принцессой. Не хочет ставить тебя в трудное положение. В конце концов, Юниор больше всего ненавидит тех задворных женщин, которые только и знают, что ревновать. С узким кругозором. Наглая и заносчивая против нежной и покорной. Мужчинам ясно, кого выбрать. Чу Цинге ты никогда не получишь. Сердце брата Е. Такие мелкие уловки и против меня. Этот гнилой огурец Фэн Ли мне не нужен. Но это не мешает мне использовать его, чтобы досадить тебе, притворяющейся невинной. Кто не умеет? Княжна, зачем ты приказала служанке подставить мне подножку? Если ты недовольна мной, можешь выступить открыто и противостоять мне. Зачем прибегать к таким низким уловкам? Ты. Я. Брат Е. Чу в июнь уже не выдерживаешь. Грязь, которую ты лила на меня все эти годы, и расставленные ловушки были в 1000 раз больнее. Сейчас я лишь получаю проценты. Фэн Ли, отпусти меня. Что ты делаешь? Быстро отпусти меня, Фэн Ли. Я ударил твою невинную фиалку. Наследный принц хочет отомстить за нее. Распутная по натуре, такая развратная. Ты действительно бесстыдная женщина. Чу Цинге, неужели хочешь убить мужа? Убить мужа. Ты достоин. Эти следы на моей шее. Все это ты сама спровоцировала. Лично преподнесла в подарок. Так что же ты теперь на самом деле задумала? Очень просто. Мне нужна от наследного принца лишь одна бумага о разводе. Чу Цинге, раньше ты угрожала жизнью, требуя брака, а теперь хочешь развестись в свадебную ночь. Ты думаешь, что в нашем герцогском доме сотни жизней будут играть с тобой в детские игры? Наследный принц, срочное донесение с границы. Принцесса, я только что услышала, что на границе критическая ситуация. Наследный принц завтра отправляется в поход. Отлично. Наконец-то не придется быть рядом с этим вонючим мужчиной. Кроме того, императрица-мать, сожалея о вашей новой свадьбе, не желая оставлять вас одну, специальным указом разрешила сопровождать армию. Сопровождать армию. В военном лагере сурово и холодно, вы с детства изнежены. Как вы сможете вынести такие решения? Хотя императрица-мать все устроит. По высшему разряду, но ведь это все же место, где мечи и стрелы не различают. Именно то, что нужно. В прошлой жизни я тоже была военным. Будь то командование на поле боя или медицинская помощь. Все это мои сильные стороны. Эти глубокие покои не удержат меня. Цаэр, собери вещи, завтра сразу выезжаем. В этой битве за город Имо нужно не только разгромить Северную Цинь, но и возвеличить мощь нашего великого царства Чу. Да, я не подведу доверие. Вы с Циньер только что поженились, мне не хочется разлучать вас двоих, поэтому я разрешил ей сопровождать вас.
Дорогая, ты не сердишься на бабушку? Как Циньер может сердиться на бабушку? Возможность лично отправиться на границу. Стать свидетельницей того, как воины Великого Чу защищают земли и народ. Для Циньер большая честь. Это крайне нецелесообразно. Путь труден, война опасна. Принцесса — нежное создание, я беспокоюсь. Не стоит вам, наследный князь, беспокоиться. У этой принцессы есть способности, о которых вы не знаете. Император, императрица-мать. Я, ваша служанка, также прошу разрешения сопровождать принцессу. Ваша служанка приветствует императора и императрицу-мать. Ваше Высочество. Император, императрица-мать, я, ваша служанка, слышала, что принцесса собирается в поход с армией, и сердце мое полно тревоги. Мочин, суровое место, я готова последовать за принцессой в поход. Прошу вашего величества исполнить мою просьбу. Чу Цинье, ты хочешь под предлогом сопровождения армии соблазнить брата Е? Ты думаешь, ты достойна? Брат Е может быть только моим. Безрассудство. Циньер едет потому, что только что вышла замуж за Лие. А тебе зачем туда? Это же неприлично. Ваше величество, прошу рассудить, я просто слишком беспокоюсь за принцессу. Принцесса не умеет постоять за себя. Мой покойный отец был генералом, и я тоже научилась некоторым приемам самообороны. В критический момент смогу защитить принцессу. К тому же, принцесса хрупкого телосложения. Если я буду рядом ухаживать, вы и императрица-мать будете спокойнее. Что ж, пусть будет так. Еще один человек для поддержки, и мне будет спокойнее. Раз императрица-мать так говорит, разрешаю. Вот это да, Чу Вэйюнь. Раньше оригинальная хозяйка была обманута тобой перед императором и императрицей-матерью. Наговорила о тебе много хорошего, поэтому королевская семья и относится к тебе с некоторой благосклонностью. Посмотрим, как долго ты сможешь притворяться. Отец Циньер хоть и не слишком способна, но может позаботиться о себе. Не смею обременять княжну заботой. В итоге, мне придется отвлекаться, чтобы присматривать за княжной. Разве это не добавит лишней нагрузки? Принцесса, я всегда знала, что вы высокого о себе мнения. Но вы с детства не обучались боевым искусствам, нежны и избалованы. Если рядом не будет надежного человека для ухода, боюсь, вы даже на лошадь не сможете сесть. Я просто беспокоюсь о вас. Откуда ты знаешь, что эта принцесса точно не умеет ездить верхом? Чу Цинье в детстве, обучаясь верховой езде. Ты жаловалась, что тяжело, устаешь, солнце печет, седло жесткое. Не прошло и времени, чтобы сгорела одна палочка благовоний, как ты уже хотела сдаться. Теперь что ты пытаешься доказать? Да, принцесса, посмотри на свое сегодняшнее платье. Подол такой длинный, что даже ходить нужно с поддержкой. Не говоря уже о верховой езде, даже если бы ты была ловкой, как я. В таком наряде ты бы точно не смогла. Вы тут вдвоем поете дуэтом, со стороны может показаться, будто вы пара. И ловкая, как ты. Сама неумеха и думаешь, что все на свете такие же, как ты, ничтожество. Я принцесса в парадном облачении. Олицетворяю этикет императорской семьи. Какое ты имеешь право тут разглагольствовать? Я вспомнила твой титул княжны. Всего лишь милость, которую твоя мать выпросила у госпожи Гогун, спасшей ее. В твоих жилах нет ни капли императорской крови. Неудивительно, что ведешь себя так неприлично. Это ты называешь меня неприличной? А разве нет, Чу Вэйюнь? Ты всего лишь княжна. Могу ли я, принцесса, ездить верхом или нет, не тебе? Указывать на людях. Не думай, что раз я раньше тебя не трогала, ты можешь так вести себя перед принцессой. Раньше Сяо Цзю больше всех заступался за Чу Вэйюнь. А сегодня почему так хуладен? Неужели доброта Чу Вэйюнь к Сяо Цзю была притворной? Ваше Величество, я ни в коем случае не хотела проявить неуважение к императорской семье. Я лишь беспокоилась за принцессу, поэтому слова мои были неуместны. Цингэ права. Я, учитывая твою былую дружбу с Цингэ, проявлял к тебе особую снисходительность, но достоинство императорского дома нельзя унижать. Впредь учись у принцессы хорошим манерам. Да, Ваше Величество. Поднимайся.
Цинер, ничего страшного, если не умеешь ездить верхом. Все необходимое сделают слуги. Не беспокойтесь, отец Сцин-Эр, все в порядке. Принцесса, мои слова и поступки были неуместны, прошу прощения. Этот белоснежный скакун — редкий породистый конь. Но нрав у него буйный. Я потратила 3 года, чтобы его укротить. Если принцесса не побрезгует, я хочу подарить его. Вашему высочеству. В знак извинений. Но ведь это подарок от наследника или на твой день рождения. Ты правда готова от него отказаться и отдать мне? Конечно. Хорошо, раз княжна так любезна, если я откажусь. Это будет невежливо. Тогда, принцесса, попробуйте сейчас. Чтобы мы все могли увидеть ваше мастерство. Но будьте осторожны в этом роскошном платье. Не испачкайте его, Чу Цинге. Этого строптивого коня никто, кроме меня, не может оседлать. Когда он сбросит вас, и вы потеряете жизнь. Винить можно будет только себя за самонадеянность. Чу Цинге, я знаю, ты всегда была своенравной. Везде чинила препятствия Юньер. Но сейчас не время для твоего упрямства. Твое платье действительно мешает. А белоснежный жеребец слишком строптив, ты его не объездишь. Принцесса, как вы можете так обращаться с братом Е? Он ваш супруг, муж, глава жены. А так ты еще знаешь, что наследник мой муж. А я думала, у тебя нет стыда. Ты давно забыла о приличиях. И забыла, что он женат. Чу Цинге, как ты стала такой злой? Притворяешься, посмотрим, как долго ты будешь торжествовать. Этот строптивый конь обязательно сбросит тебя. Хороший конь. Как это возможно? Он на тебя не нападает. Когда ты научилась такому мастерству? Не может быть. Это бездарная бездельница. Как она? Как она могла объездить моего снежного жеребца в таком платье? Оно же мешает. Ее мастерство мне и не снилось. Ох, Цинге. Не могла и подумать. Не может быть. Ты наверняка использовала грязные приемы. Этот конь пылок, как огонь. Никто, кроме меня, не может к нему подойти. Как ты смогла? Конь не строптив. Просто ничтожество недостойно управлять. Благородным скакуном. Ты. Не зря ты моя внучка. Такая выдержка, такое мастерство. Воистину необыкновенно. Цинер, в детстве ты не любила этому учиться. Не думал, что теперь так преуспела. Это приятно удивило меня. После замужества повзрослела и поумнела. Такое прекрасное мастерство верховой езды. Наверное, пришлось много потрудиться. Бабушка Цинер не боится трудностей. Раньше Цинер была глупа, не стремилась к лучшему. Подвела ваши и отцовские ожидания. Теперь Цинер поняла, будучи принцессой. Должен использовать все свои способности, чтобы оправдать эту честь. Как же я раньше не замечал, что у нее такие амбиции? Хорошо, хорошо, моя Цинер все равно самая лучшая. Теперь, когда у Цинер такие большие возможности. Да еще с помощью принцессы Юнь, мое сердце. Наконец-то успокоилась. Цинер может позаботиться о себе сама. Цинер не нуждается в чьей-либо заботе. И не хочет заботиться о посторонних людях. Ладно, до выступления войска осталось всего несколько часов. Не нужно лишних слов. Скорее готовьтесь. Ваш слуга повинуется приказу.
Тогда благодарю принцессу за щедрый дар коня. Циньгэ. Слушая твою пламенную речь, я подумал, что ты и правда изменилась. А оказалось, все та же ревнивая манера поведения. Увидев, как Юнь-Эр в облегающем костюме выглядит героически, ты тоже надела такой же наряд. Подражательница. Ты даже не задумалась, подходит ли тебе это? Да, мне не подходит. Вы, милашки, идеально подходите друг другу. Ты. Чу Цингэ, я предупреждаю тебя. Следи за языком. Юнь-Эр с детства потеряла отца. Ей и так достаточно тяжело. Ее мать спасла жизнь моей матери. Наша семья Фэн относится к ней как к родной. Между нами чисто. Чисто. Настолько чисто, что незамужняя девушка годами живет в усадьбе герцога без ясного статуса. Чисто до того, что в свадебную ночь ты отправил меня к ней в Циньюань. Чисто до того, что все жители города считают вас двоих идеально подходящей парой. Фэн Лия, ты думаешь, все вокруг слепые, или я для тебя дурак? Чу Цингэ. Отец Юнь-Эр спас жизнь нашей семье Фэн. Между нами только братские чувства. По-моему, ты просто не смогла соблазнить наследного князя. И теперь сменила тактику, пытаясь применить метод притворного отступления, чтобы завоевать мое расположение. Фэн Лия, ты и правда заурядный и самоуверенный. Ты думаешь, твоя любовь — это какая-то редкость? Твоя любовь — мусор. И ты тоже. Чу Цингэ. Повтори. Ты что, человеческой речи не понимаешь? Я действительно сомневаюсь, что твой пост генерала продлится еще долго. Цингэ. Чу Цингэ, чем больше ты задираешься, тем яснее ее брат видит, кто достоин его искренности. Хотя все эти годы ее брат относился ко мне лишь как к сестре. Но положение княгини рано или поздно будет моим. Братья, не сердись. Принцесса, конечно, не хотела тебя обидеть. Просто она была расстроена и наговорила лишнего. Князь уже готов. Прикажите войскам немедленно выступить. Есть. Приветствуем принцессу Цзю, приветствуем князя. Князь, вы наконец-то прибыли. Генерал Цинь тяжело ранен, его жизнь в опасности. Если бы вы не приехали, я боюсь. Заместитель Ян, не беспокойся. Раз я здесь, я не оставлю жителей и воинов Мочина без помощи. Немедленно веди меня в резиденцию генерала к Цинь Цинцзюню. Есть. Губернатор. Как рано генерала Циня? Докладываю принцессе. Генерал ранен возле сердца, стрела глубоко засела, он без сознания несколько дней. Все врачи в городе осматривали, но бессильны. Все говорят, что медицина бессильна. Ранение возле сердца требует немедленной операции, чтобы извлечь наконечник. Но с медициной этого времени риски огромны. К счастью, я подготовился заранее. Немедленно ведите меня к генералу Циню. Врачи говорят, что мой муж держится до сих пор. Только благодаря силе воли. Госпожа, не предавайтесь чрезмерной печали. Теперь, когда братья прибыл, он непременно защитит жителей Мочина. К тому же, если бы генерал Цинь сейчас был в сознании, он наверняка не хотел бы видеть вас в такой скорби. Величайшее сожаление моего мужа в жизни — это то, что он не смог полностью защитить Мочин. Не смог спасти всех горожан. Теперь, когда князь лично здесь, муж, должно быть, спокоен. Я немедленно прикажу вывесить объявление и искать знаменитых врачей. Если удастся спасти генерала Циня, я, князь, исполню одно его желание. Благодарю князя. Благодарю княжну Юнь. Госпожа, не стоит церемоний.
Генерал Цинь – старый подчиненный брата Е. Брат Е считает его родственником. Значит, он и для Юньер тоже родственник. Княжна, вы и князь Он. Юньер и брат Е в итоге могут быть лишь душевными друзьями. Брат Е теперь уже взял в жены принцессу-наследницу. Юньер лишь надеется почаще его видеть. И тогда в этой жизни не будет сожалений. Раньше слышала, что принцесса Цзю злого нрава. Так оно и есть. Как можно так отбирать у людей любимых? Госпожа Юнь высокородна. Но удостоила поддержать меня, простую женщину. Такая добрая душа. Как же справиться с теми, у кого злые помыслы? Госпожа добра сердцем. Будь сильной. Верю, что непременно настанет день, когда тучи рассеются и увидишь луну. Принцесса, наш генерал тяжело ранен, вы не можете войти. Госпожа, когда принцесса пришла, вы разве не вышли за город встречать? И, наверное, не отдали ей должное почтение. Госпожа имеет в виду, что она специально пришла из-за этого предъявлять претензии. Мой муж между жизнью и смертью. А она еще придирается из-за таких пустых формальностей. Искренне злобно. Принцесса, принцесса, вы не можете войти, принцесса. Ваше Высочество, прошу простить. Все потому, что раны мужа крайне опасны. Потому и не смогли соблюсти все церемонии, Ваше Высочество. Это целиком моя вина. Если наказывать, так меня одну. Умоляю, пощадите жизнь моего мужа. Умоляю вас, принцесса. Какие бы недовольства ни были. Это все моя вина. Мой муж служил великому Чу, не щадя сил, а теперь... Да, принцесса, даже если вы хотите предъявлять претензии. Надо же выбирать время. Сейчас генерал Цинь уже в таком состоянии. Пожалуйста, не будьте такой своенравной и капризной. Кто сказал, что я хочу предъявлять претензии? Принцесса, что вы делаете? Да, принцесса. Знаю, вы всегда любили крепких мужчин, но сейчас... Генерал уже так тяжело болен, в таком виде. Неужели вы все еще не оставите его? Сейчас мой муж на волоске от смерти. А вы все еще замышляете против него? Еще хотите унизить его? Я просто осматриваю его раны. Возможно, его еще можно спасти. Принцесса, у вас обычно столько приближенных мужчин. Это ладно, но сейчас... Генерал едва дышит, а вы все еще не изменили своих похотливых намерений. Принцесса, вы действительно заставляете сердце холодать. Чу Вэйюнь, прекрати свои грязные игры. Жизнь генерала Цинь не жертва, которой ты сбиваешь людей с толку. Ты... Лицо генерала Цинь землистое. Должно быть внутри. Еще остались и народные предметы. Это... верно. Нельзя действовать опрометчиво. Принцесса. Хочешь выделиться, но нужно выбрать подходящий момент. Если снова подвергнешь опасности жизни генерала Цзиня, ты сможешь ответить за это. Что? Госпожа, ты говоришь, что она вообще не знает медицины. Принцесса, Юньер, действительно, не могу скрывать за вас. Принцесса действительно не знает медицины, но она обычно любит изучать всякие еретические учения. Она говорила. Что говорила? Она говорила. Что-с? С умирающим крепким мужчиной заниматься соитием. Может сохранить вечную молодость. Чу Вэйюнь. Генерал Цинь в смертельной опасности. Если ты снова и снова будешь мешать мне словами, затягивая лечение, я непременно зарублю тебя мечом. Принцесса, вы сейчас хотите силой заставить нас позволить вам осквернить генерала Циня? Цаэр, держи. Принцесса, Цаэр не умеет драться. Если кто-то с дурными намерениями попытается приблизиться, просто рубите ее без разбора. Не трогайте моего мужа. Я не позволю вам трогать моего мужа. Не смей двигаться. Госпожа, что случилось?
Принцесса поверила ереси, говорит, хочет взять предсмертную семенную жидкость генерала. Для практики черной магии, чтобы сохранить красоту. Мы действительно не можем ее остановить. Генерал погиб за страну. Мы сражались с ним плечом к плечу. Как можно допустить, чтобы вы его топтали и оскорбляли? Бесстыдная стерва. Убью вас, бесстыдную госпожу и служанку. Нет. Чу Цинге, тебе и по делам, чтобы эти грубые солдаты изрубили тебя в фарш. Место главной жены наследника. Скоро будет моим. Что за безобразие? Приветствуем наследника. Наследник, умоляю, рассудите за моего мужа. Что происходит? Братье, принцесса, она хотела заняться с генералом Саитием, чтобы сохранить молодость. Что? Наследник, принцесса спасает генерала. Прочь. Сначала встань. Братье, принцесса, она вскрыла живот генералу. Чу Цинге, ты всегда была высокомерной и деспотичной. А теперь ты посмел поднять руку на генерала Цинь. Последний укол. Я спасаю его. Спасаешь. Ты хочешь замучить его до смерти, только тогда успокоишься. Мой супруг. Я, твоя наложница, не смогла защитить твое последнее достоинство. Супруг. Я сейчас искуплю свою вину перед тобой. Госпожа, не горячитесь. Госпожа Цзюнь, не удерживайте меня. Позвольте мне последовать за супругом. Госпожа, я правда спасаю его. Стрела в теле генерала Цинь. Я уже извлек ее. После периода восстановления он поправится. Ты ранила моего супруга до такого состояния и еще смеешь тут нагло врать. Верно, принцесса. До сих пор ты упрямишься. Ты лишь потому, что не смогла заполучить тело генерала Цинь. Убила его. Чу Вэюнь, генерал Цинь находится между жизнью и смертью. Я изо всех сил пытаюсь спасти, а ты не думаешь о его жизни. Постоянно клевещешь на меня. Сейчас он уже вне опасности. А ты еще порочишь его репутацию. Каковы твои истинные намерения? Даже если сегодня ты убьешь меня. Я все равно потребую ответа за генерала Цинь. Чу Цинье, сначала ты погубила доброго сановника. Затем принуждала госпожу, а теперь еще и оскорбляешь словами. Юньер, скольких еще людей ты собираешься ранить? Фэн Ли. У тебя с головой проблемы или со слухом? Повторяю в последний раз, я спасаю его. Если не веришь, можешь позвать лекаря для осмотра. Наследный господин, лицо генерала, кажется, порозовело. Фэнси, немедленно позовите придворного лекаря. Слушаюсь. Уведите Чу Цинье. Без моего приказа никого не выпускать. Слушаюсь. Принцесса, прошу. Эх, Как и ожидалось, это ничтожная Чу Цинье. Что она смыслит в медицине? Генерал Цинь все равно отправился к предкам. Судя по тому, как братец ей ценит воинов. Он ее не пощадит. Это как раз время. Добить поверженного врага. Почему вы, учитель, качаете головой? Неужели генерала Цинь еще можно спасти? простите, наследный господин. Я сейчас качал головой, лишь от изумления, не находя слов. Генерал, он вне опасности. Супруг. Успокойтесь, госпожа. Пульс генерала ровный и сильный. Всего несколько дней лечения, и вскоре он поправится. Но вчера все врачи говорили, что лекарства не помогут. Именно это меня и ужасает. При ранениях генерала следовало бы. Но такая жизненная сила сейчас — это просто чудо. Господин, посмотрите, не связан ли этот предмет со странной раной на теле господина Цинь? Именно так. Значит, был врач-целитель. 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 Неужели? Это действительно она. Почему вы так говорите, господин? Ключ к выздоровлению генерала
Именно этот мастер. Он извлек стрелу возле сердца генерала. Положение сердца крайне важно. Малейшая ошибка при извлечении стрелы, и генерал бы погиб на месте. А этот мастер смог выполнить такую опасную процедуру и зашить рану столь искусным методом. Такое врачебное искусство я вижу впервые в жизни. Не преувеличу, если скажу, Хуато воскрес. Даже вы, такой искусный врач, так утверждаете. Значит, принцесса действительно добром за зло заплатила и спасла жизнь моему мужу. Она явно только что спасала человека. А я была ослеплена предубеждениями. Господин наследник, я, глупая, не оценила милости принцессы, спасительной благодати. Я готова преклонить колени перед принцессой, чтобы извиниться и поблагодарить. Поблагодарить. Скорее откройте дверь. Принцесса, осторожнее. Принцесса, осторожно. Наследник слишком жесток. Тот удар он явно нанес с тройной силой. Как ваше тело такое выдержало? И эти люди действительно перешли все границы. Принцесса. Скорее, люди. Принцесса ранена, кровь изо рта. Скорее позовите врача. Принцесса. Это ты. Зачем ты пришла? Наглость. Ты низкая служанка. Смеешь кричать на нашу госпожу, княжну. Отпусти. Больно. Эта точка достаточно, чтобы причинить тебе боль. Посмей тронуть моих людей. Это лишь малое наказание для предостережения. Чу Цинге. До такого состояния дошла, а все еще дерзишь? Я действительно раньше тебя недооценивала. Веришь, я убью тебя? Только попробуй. У тебя на это не хватит умения. Ты только на интриги способна. Дай угадаю. Теперь тебе следует нанести себе ранение. И, рыдая, сказать, что я тебя ранил. Чтобы твой брат я почувствовал боль и убил меня. Отомстив за тебя. Ты. Откуда ты знаешь? Почему до сих пор не действуешь? Я подсчитал время. Тот врач должен был уже осмотреть раны. Твой брат я тоже должен прийти. Почему все еще боишься действовать? Я помогу тебе. Чу Цинге, ты маленькая мерзавка. Ты посмела ранить меня. Если останется шрам, как я буду служить брату Е? Я с тобой покончу. Мне помогает небо, это точно. Генерала Цинь убила Чу Цинге. Эти воины пришли забрать жизнь Чу Цинге. Принцесса, моя рана, мелочь, но как ты могла? Навредить генералу Цинь? Принцесса, неужели генерал Цинь действительно? Нет, не может быть. Когда я уходила, генерал Цинь явно был вне опасности. Говори, что случилось. Принцесса, разве не ты сегодня вскрыла генерала Циня? И привела к его смерти? Ты так жестока, кровожадна по натуре. Я действительно не могу больше смотреть. Если сегодня генеральская усадьба захочет убить тебя, чтобы снять гнев, у меня не будет возможности просить за тебя. Юнь-Эр. Как так получилось? Брат Е, я сегодня просто хотела уговорить принцессу. Поклониться духу генерала Циньмин и покаяться. Не думала, что принцесса не раскается и порежет мне лицо ножом. Юнь-Эр, генерал Циньон. Брат Е. Юнер знает, что с генералом Цинем случилось несчастье. Твое сердце разрывается, и в сердце Юнер тоже великая скорбь. Брат Е. С этого дня между мной и принцессой нет сестринских чувств. Я больше не буду ее покрывать. Если сегодня генерал захочет ее жизни, чтобы утешить дух генерала на небесах, Юнер тоже не будет иметь никаких претензий. Госпожа, это не так, мой муж. Супруга. Во всем виновата Юнер. Юнер знала, что принцесса поступает безрассудно, но не смогла ее остановить, осквернив тело генерала. Госпожа, пожалуйста, воздержитесь от скорби. Иначе, если дух генерала увидит вашу печаль,
Он будет огорчен. Принцесса, что вы говорите? Какие останки? Какая скорбь? Мой муж жив и здоров. О каком духе речь? Это невозможно. Принцесса, я была слепа и ранее оскорбляла вас. Прошу прощения. Принцесса, я была не права. Вы ответили добром на зло и спасли моего мужа. Я не знаю, как отблагодарить. С сегодняшнего дня. Моя жизнь принадлежит вам. Этим я отплачу за вашу милость. Благодарю за спасение жизни. Госпожа, пожалуйста, встаньте. Генерал Цинь – герой нашего Чу. Я лишь выполнила свой долг. Не стоит так кланяться. Все вставайте, пожалуйста. Вы что, с ума сошли? Она осквернила генерала Циня. Вскрыла ему грудь. Как вы можете? Благодарите ее. Принцесса, ведите себя достойно. Принцесса спасала моего мужа, а не была тем грязным человеком. О котором вы говорите? Юньер. Действительно, Чу Цинье спасла генерала Циня. И если бы не Чу Цинье, не извлекла бы стрелу из его сердца, генерал мог бы не выжить. Как это возможно? Она так ранила генерала Циня, что даже врач покачал головой, сказав, что нет надежды. А, я поняла. Наверное, это была предсмертная вспышка генерала Циня. Вы все обмануты ею. Хватит, принцесса. Врач качал головой, пораженный божественным искусством принцессы. А не от безнадежности. Принцесса, вы постоянно мешали спасать. А теперь проклинаете моего мужа. Каковы ваши намерения? Ваше обычно нежное и добродетельное лицо – это была маска? Нет, брат Е Юньер просто запаниковала. Юньер просто слишком переживала. Зря. Я знаю, что генерал Цинь в порядке. Сегодня. Мы действительно ошиблись, обвинив Чу Цинье. Принцесса Юньер сказала лишнее. Главное, что все хорошо. Сегодня принцесса совершила великий подвиг. То, что принцесса ранила Юньер, было лишь выплеском ее недовольства. Ничего страшного. Лишь бы принцесса была довольна. Это маленькая обида Юньер. Ничто не значит. Ваша обида. Ты только и умеешь, что грязными методами клеветать на меня. В следующий раз, когда будешь врать, утрудись пошевелить своим тупым, как у свиньи, мозгом. Когда меня вели обратно, у меня не было даже ножа. Даже если бы у меня были инструменты, я бы их убрал. А этот нож, который встречается только в Циньюанском саду, сам пришел ко мне в руки. Меня привели твои люди. Ты лучше меня знаешь, было ли у меня оружие. Если бы не тот, кто напал с ножом, я бы никогда не стал защищаться. Нет, брат Е, Юньер. Юньер. В этом деле ты действительно была не права. Фэнси, уведи Юньер на лечение. Брат Е, это не я, не она. Брат Е, это не я. Как я раньше не замечал, что Юньер, оказывается, такая хитрая и расчетливая. Похоже, я слишком ее баловал. И неправильно понял Чу Цинге. Чу Цинге. Что касается сегодняшнего происшествия, Чу Цинге. Учитель, как дела? Шицзы. Сначала принцесса приняла на себя ваш удар, а потом, превозмогая боль, зашила рану генералу Цинь. Из-за этого старые раны не зажили, и добавился застой крови. После таких нагрузок и возникла эта болезнь. Я пропишу несколько лекарств. Нужен покой и отдых. Благодарю вас, учитель.
Шицзы. За сегодняшнее дело также благодарю вас. Если бы вы не привезли принцессу в Мочин. Боюсь, мой муж уже бы. Принцесса оказала неоценимую помощь нашему генеральскому дому. Сударыня, вы слишком любезны. В сегодняшнем деле я был лишь слепым и глупым человеком. Мне действительно стыдно за вашу благодарность. Шицзы. Позвольте мне, вашей покорной слуге, осмелиться сказать еще одно слово. Величие и широта души принцессы вовсе не таковы, как о ней говорят. Похоже, кто-то намеренно ее очерняет. Надеюсь, Шицзы, вы оцените того, кто рядом. Цаэр, скажи Фэнсе, чтобы в ближайшие дни все военные донесения отправлял сюда. Шицзы, вы хотите сказать, что останетесь здесь с принцессой? Я довел ее до такого состояния. Конечно, должен убедиться, что она поправится. Ваша служанка сейчас же пойдет. Цени тех, кто рядом. Что ты здесь делаешь? А где Цаэр? Я ее отослал. Чу Цинге. Сегодняшнее дело тебя обидело, я виноват перед тобой. Это я, не разобравшись в ситуации. Причинил тебе боль. Если бы извинения помогали, зачем тогда нужны суды? Я знаю. Теперь, что бы я ни говорил, все бесполезно. Но лишь бы ты успокоилась. Бей меня, ругай, пожалуйста. Я не стану сопротивляться. Или скажи, как я могу загладить вину? Все, что в моих силах, обещаю выполнить. Наследный принц. Точно сдержите слово. Конечно. В таком случае. Тогда подпиши со мной соглашение о разводе. Чу Цинге. О деле развода. Можно ли его оставить? Если ты согласишься, мы можем начать все заново, относиться друг к другу с уважением. Ты останешься той самой уважаемой княгиней. За кого ты меня, Чу Цинге, принимаешь? За бесстыжую дурочку. Ты сказал, передумал, а я должна с благодарностью принять. Я изначально принцесса Великого Чу. Мой почет никогда от тебя не зависел. Титул княгини. Мне не нужно твое подаяние, и тем более не нужен ты сам. Ты так беспощадна. Раньше ты была так влюблена в меня. Да. Раньше та, чье сердце и глаза были полны тобой. Чу Цинге, она давно умерла. В ту брачную ночь, задушенная твоей рукой. В тот день я был под действием зелья, не владел собой, не контролировал ситуацию. Действительно, переборщил, но у меня и мысли не было тебя убивать. Вот это не контролировал ситуацию. В брачную ночь ты под зельем. Побежал в ее комнату безобразничать. Как ты это объяснишь? Не измена, Чу Цинге. В тот день я пошел в павильон «Зеленое облако», она прислала за мной. Сказала, что больна, и я пошел проведать. И перед тем, как идти, уже позвал лекаря, чтобы он дал ей противоядие. Между нами ничего не было. Чу Цинге. Все это было недоразумением. Недоразумение. Ты постоянно говоришь, что хочешь помириться, а все обиды просто списываешь. На одно слово недоразумение. С самого начала. Ты не оказал мне элементарного уважения. Мне никогда не нужна была твоя вина. И не нужен титул принцессы. Мне нужна была честь. Да. Ты прав. Всю жизнь я, Фэн Лие, считал себя честным. А в нашу брачную ночь унизил тебя. Чу Цинге, не то что ты.
Я и сам себе кажусь отвратительным. Я не прошу твоего прощения. Но эти слова прости. Я обязан сказать. За ту ошибку. За мое пренебрежение и грубость к тебе. С этого дня я буду искренен с тобой, чтобы искупить вину. В словах принца есть доля ответственности. Можно сказать, ты человек слова. Но между нами лишь иллюзия. Давай поскорее все закончим. Кроме развода. Мне ничего не нужно. Неужели нет пути назад? Принц, ты. Принц, срочное донесение. Принц, принцесса. Враги из Северной Цинь снова наступают. Как так? Они уже трижды штурмовали город. Генерал Цинь трижды отбил атаки, но наши потери огромны. Генерал Цинь тяжело ранен. Наши силы еще не восстановились, а североцинцы проникли в Мочин. Грабят и убивают мирных жителей. Ситуация критическая. Проникли. Стены Мочина высотой в несколько джан. Как они перелетели? Точно. Эти летуны каким-то способом перелетают через стены и нападают на безоружных. Наши солдаты в городе отчаянно сопротивляются, но не могут всех защитить. Множество раненых среди горожан, а летуны продолжают проникать в город. Нельзя позволить им продолжать. Царь, помоги мне переодеться. Принцесса, вы что задумали? Отвези меня в армию, безопасность народа важнее горы Тайшань. Я ни в коем случае не позволю бандитам безнаказанно убивать народ в Великом Чу. В прошлой жизни я был командиром на поле боя. Можно сказать, что я умел планировать стратегии. Надеюсь, что сегодня смогу дать жителям Мучина шанс на выживание. Нельзя. Твои раны еще не зажили, и у тебя нет боевых навыков. Сейчас идти на поле боя все равно, что на верную смерть. Ранее наследный принц говорил, что если вылечить генерала Циня, то исполнит одно его желание. Это еще в силе. Ты хочешь использовать это желание, чтобы получить возможность отправиться на поле боя? Именно так. Слово наследного принца как закон. Немедленно пропустите. Хорошо. Это обещание я признаю, но ты можешь выбрать только одно. Либо развод со мной, либо участие в битве на поле боя. Как ты можешь использовать это против меня? Сейчас национальное бедствие. Не время для наших личных чувств. Именно потому, что это национальное бедствие, и ты принцесса Великого Чу. Я и должен защитить тебя. Даже если ты назовешь меня подлым. Скажешь, что пользуюсь ситуацией, я ни за что не позволю тебе. В таком состоянии отправляться на поле боя. Чу Цинье, здесь поле боя. Не место для твоих эмоциональных порывов. Идти на поле боя – это эмоциональный порыв. Я, как принцесса Великого Чу, пользуюсь любовью народа, защита народа – мой долг. Если народу грозит беда, а я буду трусливо бояться смерти, то даже если придется пройти через огонь и воду, я обязана пойти. Горы и реки Великого Чу не должны быть защищены ценой жизни женщины. Раньше я была покорной. И мне приклеили ярлык подлой и ревнивой. К тому же судьба страны – ответственность каждого. Кто сказал, что женщины – это цветы в теплице? Миллионы женщин в этом мире могут сражаться за справедливость в своих сердцах. Ты понял меня. И понял женщин всего мира. Только что ты обещал оказать полную поддержку. Слова еще звучат в ушах, а прошло и полчаса. Уже стали пустыми разговорами. Цаэр, Наследный принц. оденьте принцессу. Принцесса полна праведного гнева. Я, Фэн, искренне восхищаюсь. В этой битве я с тобой. Вместе пойдем, вместе вернемся. Приветствую наследного принца. Наследный принц — это... Девятая принцесса Чу Цинье. С сегодняшнего дня. Она будет участвовать во всех военных действиях в битве за Мочин. Как это возможно? На поле боя мечи и стрелы слепы. Разве это место для принцессы? Перед лицом врага взять с собой беззащитную женщину. В армию. Разве это не детская игра? В тот день у ворот дворца я видел ее искусство верховой езды. Не ожидал, что и стрельба из лука у нее столь искусна. Слава генералов давно дошла до моих ушей. Но я, Чу Цинге, не пустое место.
Сейчас Мочин на краю гибели, кроме плана разгрома врага. Другие пустые разговоры не нужны. Принцесса права, сейчас самое срочное. Снять угрозу Мочину. Какова обстановка? 80-тысячная армия Северный Цинь у стен города. Наши войска после 3 тяжелых битв. Осталось менее 20 тысяч, больше половины — раненые. Кроме 20 тысяч отборных войск, привезенных наследником. Общая численность менее 30 тысяч. 30 против 80. Силы слишком неравны. Самое ненавистное — эти летающие люди Северный Цинь. Они могут с неба спуститься, перелететь через стену, грабить и убивать в городе. Перед каждым большим сражением. Сначала сеют хаос в тылу, простой народ сильно страдает. Наши воины сражаются на фронте, а их семьи жестоко убивают. Северная Цинь хочет полностью подорвать наш боевой дух. Принцесса попала в точку. Эта подлая тактика Северной Цинь действительно коварна. Если эти летающие воры парят в воздухе, почему бы не приказать лучникам сбить их на месте? Как же не пробовали? Но эти летающие люди остаются совершенно невредимыми. Что? Наследник, принцесса, взгляните. Это изображение летающего человека, нарисованное художником. Враги Северной Цинь летают в такой странной позе. И еще. Вот материал, который они используют для крыльев. Невероятно прочный. Обычные стрелы просто не могут его пробить. Теперь понятно. Секрет летающих людей Северный Цинь. Я полностью разгадала. Секрет этой вещи в том, что для нее выбрана плотная грубая ткань. Пропитанная маслом и многократно укрепленная, поэтому она так непроницаема. Удивительная упругость достаточно, чтобы выдержать обычные стрелы. Именно поэтому она может противостоять ветру. Сочетание с каркасом образует крылья и использует силу ветра, чтобы парить. Принцесса права. В этой ткани чувствуется запах масла. Цинге, раз уж ты проникла в тайну этой вещи, должно быть, у тебя уже есть план победы над врагом. Да, принцесса, пожалуйста, скажите нам. В чем же заключается способ разгрома врага? Огненная атака. Хорошо. Раз это масло, то огненная атака. Естественно, станет сдерживающим методом. Передайте приказ всей армии сменить стрелы на огненные, чтобы сжечь этих летающих воров Северной Цинь дотла, не оставив ни одного. Есть. Слава принцессе. Эта грандиозная победа поистине восхитительна. Североцинские разбойники долгое время бесчинствовали, полагаясь на летунов. Сегодняшний огонь сжег их дотла, что не может не радовать. Черт возьми, эти мерзавцы годами истребляли народ великого Чу. Сегодня, глядя, как они гибнут в огне и стенают, мы словно приносим жертву душам невинно павших. Цинге, эта победа во многом твоя заслуга. Если бы не ты раскрыла секрет североцинских летунов, жители Мочина, скорее всего, оказались бы втянуты в кровавый бой. На самом деле, когда я рассказала о свойствах материала, ты уже догадалась о методе огненной атаки, верно? Но ты намеренно позволила мне озвучить это, чтобы укрепить мой авторитет. Ты — скрытая жемчужина, и ей не место в пыли. Я лишь приоткрыл крышку, а ты уже засияла. В конечном счете, доверие армии заслужила ты сама. Цинге, это тост тебе. Наследный принц, принцесса, я, ваш покорный слуга, поднимаю тост за вас. Фэн не смеет присваивать заслуги в этой великой победе. Первая заслуга принадлежит принцессе. Принцесса обладает талантом спасать мир. Она не только чудесным образом исцелила генерала Цинь, но и разрешила осаду Мочина. Для великого Чу такая героиня. Великое счастье. Ваш покорный слуга преклоняется. Я лишь выполнила свой долг. Вы же генералы. Стойко защищали Мочин, сражаясь не на жизнь, а на смерть. Вы истинные герои. Принцесса, ваша широта души покоряет нас. Раньше я, ваш неразумный слуга, был слеп и проявлял неуважение. Прошу наказания. Генералы, прошу встать. Вы защищаете Родину. В чем же ваша вина?
Если сегодня, после великого испытания, вы действительно хотите искупить вину, давайте вместе осушим эту чашу. За принцессу. Принцесса действительно обладает великим духом. Наследному принцу с такой спутницей можно только позавидовать. Принцесса сочетает мудрость и талант. Она – благословение для великого Чу. Наследному принцу действительно повезло. Господа, не стоит меня дразнить. В армии важны серьезные дела. Сегодня же давайте просто насладимся. Готовы следовать за принцессой до последней капли. ЦНГ, раньше я был слеп и глух. Отныне я сделаю все возможное, чтобы загладить вину и отнестись к тебе искренне. Лишь надеюсь, что однажды ты снова примешь меня. Смотрите. Наследный принц уже который час держит бокал. Ни капли не выпив, а глаза его прикованы к принцессе. Что с господином? Вино не пьянит, пьянит сам человек. Разве вы не видите, что в сердце и глазах наследного принца только принцесса? За время, что мы провели вместе, Фэн Ли проявил себя как ответственный, дальновидный, верный и благородный человек. Действительно достоин звания бога войны великого Чу. Жаль, что между нами с самого начала была ошибка. Осторожно. Прости, принцесса. Я не хотел, просто потерял самообладание. Это... Что происходит? В чем дело? Пульс беспорядочный. Яд проник внутрь. Высокая температура, кашель с кровью. Беда. Немедленно изолируйте лагерь. Все в лагере продезинфицировать крепким вином. Все предметы, с которыми он контактировал, немедленно сжечь. В течение 3 дней. Все, кто с ним контактировал, должны быть изолированы. Быстрее. ЦНГ, что это? Это опасная эпидемия, крайне заразная и смертельная. Доклад. Наследный принц, принцесса, в лагере вспыхнула странная болезнь. Уже десятки солдат потеряли сознание, у всех высокая температура. У всех кашель с кровью. У болезни 7-дневный инкубационный период, сейчас она вспыхнула. Это эпидемия. Полномасштабное распространение. Только пережили нашествие. Теперь еще и эпидемия. Наследный принц, принцесса. Что же нам теперь делать? Принцесса, что это значит? Прикрывать рот и нос можно временно остановить заражение. Крепкое вино дезинфицирует. С сегодняшнего дня, пока эпидемия не взята под контроль. Все в армии должны так делать ежедневно, без халатности. Самое главное, немедленно полностью изолировать весь лагерь. Нельзя допустить, чтобы болезнь проникла в город и навредила народу. Если Северный Цинь воспользуется моментом, Мочин погибнет. Всем войскам приказ немедленно изолировать лагерь. Солдаты не должны самовольно перемещаться. Все обязаны прикрывать рот и нос. Даже во время ночного отдыха нельзя снимать. Нарушители будут наказаны по военному уставу. Есть. Еще все предметы, с которыми контактировали больные, сжечь. Без халатности. Все заболевшие должны быть немедленно изолированы. Без моего разрешения в город не входить. Чего стоите? Как сказала принцесса, немедленно выполнять. Наследный принц, принцесса, изолировать больных братьев. Запретить посещение. Это значит бросить их. Кто сказал, что я их бросаю? Всех больных. Я Чу Цингэ буду лечить лично. Сегодня. Я Чу Цингэ клянусь перед всеми. Пока я дышу, я никогда не сдамся. Ни одному солдату великого Чу, ни одному больному. Я Чу Цингэ лично окажу помощь. Принцесса, ни в коем случае. Эта эпидемия так свирепа. Ваше драгоценное здоровье, как можно рисковать? Малейшая оплошность. И мы все будем нести ответственность. Принцесса, мы понимаем ваше благородство. Но ваша безопасность так важна. Лучше, пусть лекари займутся лечением. А вы руководите из шатра. ЦНГ, это крайне опасно. С тобой ничего не должно случиться. Лечение больных. Я пошлю опытных врачей. Оставайся в шатре. Не выходи ни на шаг. Да, верно, принцесса, правильно. Ты забыла. Я тоже врач. Вашу заботу Цингэ ценит. Но как принцесса я должна защищать всех жителей города. Как врач спасать и помогать – мой долг. Поэтому и по долгу, и по совести я не могу отступить. ЦНГ,
Я знаю, у тебя доброе сердце врача, но эта болезнь необычайна. Разве ты забыл? Когда генерал Цень был при смерти, весь город был бессилен. А я, Чу Цингэ, в тот же день смогла вырвать его из лап смерти. Сегодня я тоже найду способ справиться с этой эпидемией. Тогда действительно принцесса совершила чудо. И спасла жизнь генералу Ценю. Так что не беспокойтесь, я приму все меры предосторожности. И точно не пострадаю. Хорошо. Раз ты так решила, я буду с тобой до конца. Будь то подготовка лекарств или распределение людей. Я буду с тобой лицом к лицу. И я, ваш подчиненный, готов последовать за принцессой. Хотя бы для доставки лекарств мы не позволим вам рисковать в одиночку. Поле битвы генералов на северных пустынных землях. Северный Цень жадно смотрит. Если все вы пойдете со мной лечить болезнь, кто тогда защитит город Мо? Защитить ваши позиции значит защитить жизнь всех. Мы оправдаем доверие принцессы. Нельзя медлить. Сначала я составлю базовый рецепт, чтобы стабилизировать состояние солдат. А позже буду искать способ полного излечения. Не подведу вас. Цингэ, отдохни немного, ты трудилась всю ночь. Я могу подождать, но солдаты в лагере не могут. На один день раньше. Разработаем лекарство и спасем еще одного человека. Получилось. Если следовать этим рецептам, за 3 дня солдаты поправятся. Эпидемию удастся сдержать. Получилось. Цингэ. Скорее готовьте лекарство по этому рецепту в полную силу. Раздайте всем больным. Гениально, гениально. Ваше Высочество, этот рецепт невероятно точен. Сейчас же исполню. Я помогу. Ты занимайся своим делом. Я помогу. Пульс стал намного стабильнее. Но яд в организме еще не выведен. Следующую порцию
Я добавлю 3 цани коптиса, чтобы очистить внутреннюю патогенность. Ваша светлость, драгоценное тело, ради нас, простых солдат, собственноручно готовила лекарство. Такую милость я, Вань Сань, никогда не смогу отплатить. Все. Хорошо отдыхайте, скорее поправляйтесь. Жители Мочина еще ждут вас. Выздоровел. Отлично, отлично, выздоровел. Прекрасно. Приветствуем, Ваше Высочество. Встаньте. Ваше Высочество, эпидемия в лагере полностью под контролем. 90% заболевших солдат уже вне опасности. Эта эпидемия была очень опасной. Если бы не Ваше Высочество, не щадя сил, не применив чудесное искусство врачевания, мы даже не смеем представить последствия. Ваше Высочество, вы не только спасли жизни многих солдат, но и укрепили боевой дух нашей армии. Ваше Высочество, ваша милость подобна второму рождению. Мы, ваши подчиненные, клянемся служить вам верой и правдой. Спасибо за труд. Ваше Высочество трудилось дни и ночи, давно не отдыхало. Да. Ваше Высочество 3 дня не спала. Мы здесь только мешаем. Мы были неразумны. Поручите оставшиеся дела нам. Обязательно убедитесь, что все братья полностью выздоровели. Есть. Ты. Закрой глаза, отдыхай спокойно. Цинге, прости. Раньше я был ослеплен. Заставил тебя перенести столько обид. Видя тебя сейчас в таком состоянии, мое сердце разрывается от боли. Впредь. Я приложу все силы, чтобы загладить вину. Чжэнь, я не прошу твоего прощения, лишь молю. Дай мне еще один шанс. Хорошо, что ты уснула. В последнее время ты слишком устала. Спи спокойно. Фэн Ли действительно достойный мужчина. В последнее время видно, что его раскаяние искренне. Но разве чувство вины может заменить любовь? Цинге, ты проснулась. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Все в порядке, просто слишком крепко уснула. Хорошо. Эта эпидемия настолько сильна, а ты рискнула. Я днем и ночью переживал. Вдруг ты тоже заразишься? Я не знал бы, что делать. Кстати, тебе не кажется, что эта эпидемия подозрительна? Подозрительно. Я много раз анализировал инкубационный период этой болезни и обнаружил. Первый солдат, у которого проявились симптомы. Если отсчитать время от его болезни назад, как раз в те дни, когда генерал Цинь был тяжело ранен, и оборона лагеря была ослаблена. Ты хочешь сказать, что это не стихийное бедствие? Рукотворное. В последние дни я проверял. Обнаружил, что после ранения генерала Циня в трофеях и Северный Цинь
оказалась часть подозрительно новых припасов. Спроси себя, трофеи с поля боя. Как могут не иметь следов использования? Источник эпидемии. Именно эти вещи, верно? Вот же северные цинские разбойники. Какая коварная западня. Сначала тяжело ранили генерала Циня, потом отравили наш лагерь. Когда наша армия будет ослаблена болезнью, они нападут. Подло до крайности. К счастью, генерал Цинь был ранен и не успел сразу проверить эти грузы, а привез их прямо в генеральскую усадьбу. Так болезнь осталась в лагере и не затронула жителей Мочина. Если бы их план сработал, наша оборона рухнула бы. Они могли бы прорваться прямо в Мочин. Тогда пусть их план сработает. Что? Понял. Ты хочешь обернуть их план против них? Сейчас враг на виду, а мы в тени. Самое время для контратаки. Хорошо. Я иду в штаб планировать стратегию. Брат Е. Юниор наконец-то тебя видит. Юниор так за тебя волновалась. Юнья, что ты делаешь в военном лагере, вместо того, чтобы оставаться в резиденции генерала? Юниор слышала, что в армии свирепствует эпидемия. Юниор очень беспокоится о тебе. Днем и ночью переживаю за твою безопасность, не могу ни есть, ни спать. Вот и примчалась сюда без остановки. Твоя лошадь, княжна, бежала очень медленно. В самый разгар эпидемии тебя и след простыл. А теперь, когда все улеглось, явилась играть в глубокие чувства и преданность. А теперь, когда все улеглось, ты явилась играть в глубокие чувства и преданность. Я. Чушь. Когда эпидемия была такой страшной, только дурак пришел бы умирать. Сейчас все утихло, разве я позволю тебе быть наедине с братом Е? Брат Е может быть только моим. Принцесса, ты неправильно поняла Юньер. Юньер не намеренно задерживалась. В тот день. Услышав, что ты и брат Е уехали в военный лагерь, не попрощавшись. Юньер, узнав об этом, была вне себя от волнения. Готова была тут же последовать за вами. Но, увы. Раны, нанесенные принцессой в тот день, еще не зажили, вот и задержалась в пути. Хорошо, судя по твоим словам. Это я, принцесса, виновата. Мне, принцессе, следовало дождаться, пока ты, важная особа, достаточно окрепнешь, прежде чем заниматься жизнью и смертью жителей города Мо. Юньер не это имела в виду, брат Е. Юньер мечтает быть с тобой каждое мгновение. Готова примчаться, невзирая ни на что, разве отступит из-за такой пустяковой боли. И эпидемии. Юнья, будь осторожна в словах. Между нами только братско-сестринские чувства. Такие речи слишком неподобающие. Брат Е, ты все еще сердишься на Юньер? В тот день в резиденции генерала Юньер действительно слишком беспокоилась о ранениях генерала Цинь. В порыве волнения потеряла голову. Вот и наговорила лишнего принцессе. Принцесса, Юньер уже осознала свою ошибку. К тому же, в тот день ты уже наказала Юньер. Надеюсь, принцесса будет великодушна и простит Юньер. На этот раз. Убери это притворное выражение лица. Мне, принцессе, это не подходит. И как ты живешь с этим цветком? Мне, принцессе, еще нужно заниматься государственными делами. Брат Е. Вот ты какая, Чуцинье. Отступила, чтобы напасть. Смогла привязать к себе брата Е, заставить его так заботиться о тебе. И еще сопротивляешься. Хм. Посмотрим, что ты не ученая пустышка. Сможешь выкинуть. Цинье, подожди меня. Хм, как это возможно? Как смеют так обращаться с братом Е? Просто неблагодарные. Важная военная зона, посторонним вход воспрещен. Наглость. Даже меня, княжну, осмелились остановить. Не говоря уже о приказе княжны, даже сам небесный владыка явится. Без разрешения не войдет. Тогда почему Чуцинзе может войти? Потому что она принцесса Цзю. Не говоря уже об этом лагере. Если ее высочеству принцессе захочется, во всем лагере нет места, куда бы она не могла пойти. Хорошо же, Чуцинге. Вот и оказывается, что полагаясь на статус принцессы, другие смотрят на нее иначе. Я, княжна, лично пожалованная императором. Приказываю вам сейчас же расступиться. Это военный лагерь. Мы слушаем только военные приказы. Ее высочество принцесса еще обращается с нами с уважением. А ты? Всего лишь пустая княжна без королевской крови, не совершившая ни единой заслуги, и смеешь здесь задирать нос. Хорошо. Ты посмел сравнивать меня, княжну, с этой пустышкой принцессой? Неужели ты не боишься, что я накажу тебя за это непочтение? Ты говоришь, что я не совершила ни единой заслуги. А она, Чуцинге, какие у нее достижения? У принцессы Цзю нет достижений. Братья, я правильно слышу? Или же эта так называемая княжна просто дура?
Вы, грубые невежды, как смеете так оскорблять меня, княжну? Это Чуцинге просто по счастливой случайности. Спасла генерала Цинь, разве это достойно вашего восхищения? Случайность. Принцесса Цзю не только спасла генерала Цинь, но и разгромила наглых североцинских летунов. Более того, за 3 дня остановила эпидемию, спася жизни всех воинов. Если такие заслуги — случайность, попробуй и ты случайно. Показать братьям? Отлично сказано. Да кто ты такая? Чтобы судить принцессу Цзю. Тьфу, верно. Здесь, в лагере, ценятся только военные заслуги, а не статус. Хочешь важничать как княжна? Возвращайся в свою столицу. Да, иди уже обратно. Правда, раньше еще говорили, что это, как ее, княжна. Нежная и добрая. Намного лучше принцессы Цзю. А теперь видно. Не стоит и волоска с головы принцессы. Вы. Что за шум и беспорядок? Приветствуем наследного князя. Похоже, прежних тренировок было мало. Раз еще есть силы здесь скандалить. Братья, Юньер не хотел скандалить. Это они не пускали меня. Оскорбляли Юньер. Юнер просто беспокоится о тебе. Юнер, это военный штаб. Тебе действительно не место здесь. Но я вижу, принцесса пришла и подумала, что она может тебе помочь. Тогда Юнер обязательно сможет помочь. Братья, я обещаю, ни в коем случае не буду тебе мешать. Возвращайся, Юнер. Военное положение срочное, Цинге еще в палатке. Ждет обсуждения военных дел, нельзя задерживать. Какое обсуждение военных дел? Это невозможно. Братья, вы ошибаетесь, принцесса. Как она может разбираться в военных походах? Цинге уже доказала свои способности. Сейчас все воины в армии восхищаются ею. Она не только отличный лекарь, но и превосходный полководец. Братья, ты шутишь со мной? Принцесса Цзю, она раньше была полной бездарностью. Как это возможно? Юнер. Раньше мы с тобой действительно были предвзяты. Слова воинов правдивы. С Цинге, командующий армией, это действительно удача для наших войск. Раз так, тогда Юнер успокоилась. Но, братья, если у тебя что-то понадобится помощь Юнер, просто скажи. Тогда Юнер сначала откланивается. Чуцинге, какие у тебя методы? Всего за несколько дней. Умудрилась и брата Е, и этих грубиянов завертеть вокруг пальца. Но раз ты хочешь завоевать сердце, я тебя опозорю. Что там снаружи? Ничего, все улажено, продолжаем обсуждение. Северный Цинь. Хотел воспользоваться эпидемией в нашей армии, чтобы тайно перебросить войска. Но когда у нас началась вспышка, мы сразу же изолировали всю армию. Поэтому они знают только время начала болезни. Но не знают, что мы уже давно выздоровели. Это отличная возможность использовать их же план против них. С учетом скорости марша Северного Циня, они будут здесь не более чем через 3 дня. 3 дней достаточно. Отсюда до долины, где стоит наша армия. Только река разделяет. Мы можем, с одной стороны, создавать внешнюю видимость, что эпидемия вышла из-под контроля, а с другой — тайно опередить их, перебросив сюда элитные войска для засады. Они думают, что наша армия уже не может сопротивляться, и, вероятно, пойдут на штурм через эту ближайшую пещеру. Тогда мы сможем Поймать их в ловушку. Если мы выиграем это сражение, это непременно поднимет боевой дух нашей армии. Чтобы Северный Цинь больше не смел нападать. Цинге, ты так искусно планируешь и командуешь войсками, как настоящий гений. Это действительно заставляет меня восхищаться и подчиняться. Ладно, не вешай мне лапшу на уши. Мои маленькие уловки перед тобой, великим полководцем, известны по всему свету. Это всего лишь попытка учить рыбу плавать. Тот, кто шумел сегодня за пределами палатки. Это Чу Вэюнь, верно? Она, видя, что ты можешь участвовать в военных делах, тоже хочет вмешаться. Но я сразу же объяснил ей. Все риски уже должным образом урегулированы. Наследный принц, принцесса. Что делать? Госпожа Юнь подготовила пир, говорит, чтобы извиниться за дневное оскорбление. Перед всеми воинами. И специально приглашает наследного принца и принцессу. Если у нее и вправду такое прозрение, я бы ее, пожалуй, высоко оценил. Боюсь только, что вино будет недобрым, а пир нерадушным. Пойдем, братец Е, давайте вместе посмотрим. Какую пьесу собирается разыграть твоя хорошо подготовленная сестричка? Какую же это новую пьесу она затеяла? Эй, Цинге.
Чу Цинге, после этой ночи. Ты станешь распутницей, презираемой всеми, и тогда... Посмотрим, будут ли они еще почитать тебя как божество. Братец Е и положение супруги наследного принца будут только моими. Давайте. Что это за госпожа Юнь? Устроила пир для извинений. А сама все не идет. Что это значит? Наверное, днем переборщила, стыдно показаться. П.Ф. По-моему, в глубине души она презирает нас, солдат. Такое извинение. Просто... Эта госпожа далеко не чета принцессе Цзю. Давайте пить до дна. Давайте, пейте. Ваше Высочество, наследный принц и принцесса. Цинге. Я к Юньер. Действительно из-за милости ее матери. Относился с особым вниманием, кроме этого, никаких личных чувств. Наследному принцу не нужно мне объяснять. Ведь между нами тоже нет никаких личных чувств. Я. Такое отношение, неужели она ревнует? Аго, это же госпожа Юнь. Такая внешность действительно ослепительно красива. Красиво-то красиво. Но по сравнению с принцессой Цзю все же далеко. Верно, принцесса Цзю несравненна в своем великолепии, никто не может сравниться. Чу Цинге не знает, что Да и Хуэй. Эти грубияны, увидев твою распутную внешность, вряд ли будут почитать тебя как божество. Хорошо, отлично. Юньер заставила всех долго ждать. Юньер знает, что сегодня днем вела себя неподобающе. И в душе полна страха. Специально подготовила для всех пир и танец, чтобы выразить свои извинения. Надеюсь, все будут великодушны. Княжна не стоит церемониться. Принцесса. Юньер была слепа и не знала, что принцесса обладает необычайным талантом. Эту чашу вина Юньер поднимает за тебя. Надеюсь, принцесса простит. Этот запах. Такая большая доза афродизиака. Чу Юнь, ты действительно не пожалела средств. Если бы я не разбиралась в медицине, точно попала бы в твою ловушку. Раз уж ты сама пришла, то не вини меня. Так это княжна Юнь. Я думала, это какая-то главарь из борделя. Одета так. Прозрачно и соблазнительно. В таком наряде больше похожа не на артистку, а на ту, что пришла специально, чтобы угождать мужчинам. Ты. Братец Е, нет, я действительно пришла извиниться от всего сердца. Абсолютно без каких-либо других мыслей. Это княжна Юнь. Разве она пришла извиняться? Совершенно очевидно, что у пьяного мысли не о вине. Пришла соблазнять наследника князя. Да. Иначе зачем одеваться так вульгарно? Танцевать и кокетничать. Принцесса Цзю, законная жена, сидит рядом. Неужели она думает, что мы все дураки? Не скажешь, что она оказалась бессовестной лисой. Тьфу. Эти наглые простолюдинки осмеливаются так говорить обо мне из-за Чу Цинге. Когда я выйду за братца Е и стану женой наследника, я обязательно заставлю этих простолюдинок поплатиться. Раз уж княжна снизошла до такого,
Пришла извиняться в облике танцовщицы, если я снова откажусь. Это будет выглядеть мелочно. Чуцинге. Ах, Чуцинге. В это вино я добавила полную дозу любовного зелья. Плюс. Специально подготовленный для тебя сюрприз. Сегодня вечером ты обязательно опозоришься. Принцесса великодушна, Юньер бесконечно благодарна. Чтобы показать свою искренность, Юньер специально подготовила для принцессы щедрый подарок. Надеюсь, принцесса не посчитает это недостойным. Ой, что это за безобразие? Что это значит? Слышала, что принцесса любит смотреть на выступления крепких мужчин. Юниор отобрала нескольких и специально преподносит их принцессе. Впредь они будут выступать перед вами каждый день. Несомненно, это будет постоянно радовать принцессу. Вы что, не идете скорее приветствовать принцессу? Служить ей. Это счастье, выпадающее раз в несколько жизней. Кланяемся принцессе. Говорят, что это выступление. Но кто же не видит, это же просто фавориты. Ах, говорят, что принцесса Цзю в юности с мужчинами вела себя не очень прилично. А наследник то тут присутствует. Какое безобразие! Эх, у принцессы Цзю действительно есть таланты. Даже на поле боя ее отвага не уступала мужской. Но на этот раз она действительно перешла все границы. Чуцинге, раз ты покупаешь сердце людей своей репутацией, то сегодня я на глазах у всех обнажу твою развратную сущность. Хотя вы все гниль до мозга костей. Но внешность у вас еще неплохая. У всех троих действительно есть венерическая болезнь. Госпожа, это стопроцентная правда. Во всем мочине. Не найти людей грязнее нас. Отлично. Сегодня ночью вы станет моим подарком для Чуцинге. Тогда я дам ей достаточно возбуждающего зелья. А вы трое действуйте без стеснения. Но ведь принцесса Цзю особо королевской крови. Если мы посмеем, боимся, что от нас и мокрого места не останется. Чего бояться? Она, Чуцинге, всегда была неразборчива. К тому же, с вашей-то внешностью она, конечно, не откажется. Более того, я же дарю ей настоящих актеров. Если она сама не сможет сдержать страсть и полезет в постель, то кто же в этом виноват? Когда она заразится грязной болезнью, императорский дом опозорится. И ее непременно отвергнут. Даже если дойдет до смерти, чтобы скрыть позор, никто не посмеет разглашать. Конечно. Если действительно умрет, я щедро награжу. Госпожа так старается. Раз уж так, то я с благодарностью принимаю. Принцесса действительно приняла их. Куда же это наследника ставит? Куда? Как же так? Что с принцессой Цзю? Ах, принцесса, посмотрите. Ушла же обиженная, наследный принц. Ах, ну и дела. Брат, я разгневался, Чуцинге. Когда он увидит твою истинную сущность, он наверняка бросит тебя. Цаэр, мне нехорошо. Проводи меня обратно. Похоже, подействовало лекарство. Ой, только что приняла актеров и уже хочет уйти. Какая непристойность, так и ждет, чтобы уйти. Этот человек действительно непристойный. Странно, голова кружится и тело горит.
Неужто вино слишком крепкое? Жоуэр, поддержи меня, вернемся. Госпожа, осторожнее. Госпожа, что с вами? Кажется, я слишком много выпила. Скорее следи за Чу Цинге сегодня ночью. Ей наверняка будет скучно и одиноко, кого бы она ни выбрала. Немедленно сообщи брату Е. Но, госпожа, ваше здоровье. Я очень беспокоюсь. Хватит болтать, иди скорее. Сегодня ночью. Мой единственный шанс. Нужно, чтобы брат Е увидел все своими глазами. Иди же. Госпожа. Тогда будь осторожна одна. Боже мой, она взяла сразу троих. Я сейчас доложу наследному принцу. Чу Цинге, она действительно приняла тех актеров. Значит, в ее глазах, что я, наследный принц, такое просто украшение, по которому можно ходить. Неужели она действительно не видит моих к ней чувств? Может, позволите подчиненному проверить принцессу? Не смей. Что проверять? Как она с теми актерами? Развлекается. Чу Цинге. Бессердечная женщина. Хозяин явно волнуется до смерти, а все еще упрямится. Но если позволить принцессе творить, что хочет, все может стать необратимым. Хозяин, позвольте подчиненному все же проверить принцессу. Не смей. А вдруг принцесса она? Она посмеет. Но принцесса сегодня тоже много выпила. Наверное, Йины и не соображает. Может, и сама не понимает, что делает. Наследный принц, я видел, как все трое актеров вошли в шатер принцессы. И доносились непристойные звуки. Что? Хозяин, успокойтесь. Что это? Словно съесть кого хочешь. Оказывается, ты не... Ничего. Принцесса, разве вы неплохо себя чувствовали? Как же вы здесь оказались, играя в шахматы? Если бы я не сказала, что плохо себя чувствую, как бы я смогла уйти с того пира? Такое скучнейшее мероприятие – сплошная ловушка. Мне оставаться там и ждать, пока меня подставят. Ловушка? А как иначе? Ты думаешь, наша принцесса действительно могла заинтересоваться этими актерами? Так значит, наша принцесса ни на одного из тех актеров и внимания не обратила. Конечно. Наша принцесса разве такая поверхностная? Вы же столько времени с ней общались, разве не поняли? К тому же, такое дело, порочащее репутацию, принцесса никак не могла совершить на виду у всех. Она же не какая-то легкомысленная особа. Даже если бы у нее и были такие намерения. Судя по твоим словам, ты, похоже, и правда заинтересовалась теми актерами. Нет, я не это имела в виду. Те актеры. Их принцесса уже давно отослала. Наша принцесса с детства была молчалива даже с охранниками. Не то что с актерами. Эти грязные слухи наверняка распускаются кем-то, кто хочет ее подставить. Значит, все, что произошло сегодня. Это должно быть происки княжны Юнь против принцессы. Стой! Ты говоришь, что принцесса ублажала актеров. И ты слышал, как принцесса с ними издавала непристойные звуки. Господин наследник, я не знаю, но я сама видела. Трое актеров вошли в шатер принцессы. Может, я ошиблась. Господин наследник, пощадите. Ошиблась. Тогда в следующей жизни постарайся родиться с более зоркими глазами. Эй, люди! Вытащить и забить палками до смерти. Господин наследник, пощадите. Неужели? Тебе нечего мне сказать. Твои люди подстроили мне ловушку, подсыпали зелье в мое вино.
Что же я должна сказать? Зелье. В том бокале, что она мне поднесла, была полная доза возбуждающего зелья. Я всего лишь незаметно поменяла наши бокалы местами. Как такое возможно? Как Юнь-Эр могла такое совершить? Не может быть. Тот бокал до сих пор стоит на том столе. Можешь послать кого-нибудь забрать его? Что касается тех актеров, что она так старательно для меня подобрала. Я отослала их обратно к ней. В этот самый момент. Тебе стоит волноваться за нее. Принцесса, княжна Юнь, она выпила то зелье. Снова одна с 3 актерами, я боюсь. Я не хочу умирать. Не хочу быть как Жоэр. Вредя другим, вредишь себе. Чего тебе бояться? Госпожа Юнь сама виновата. Но она дорога господину-наследнику. Ее мать спасла жизнь госпоже Го. Над могилой ее матери наследник поклялся защищать госпожу Юнь всю жизнь. Если наследник разгневается, мы. Ему отдавать долг, какое мое дело. Ему отдавать долг, а мне терпеть. С самого начала, в чем моя вина? Они шаг за шагом строили козни, вредили. Чу Вэйюнь и другие первыми начали. Такая участь — их собственное дело. Я Чу Цингэ не святая. Цаэр. Если бы они сегодня преуспели, что с нами было? Боюсь, хуже, чем Жоэр. Во много раз хуже. Господин, мы опоздали, все уже случилось. Пощадите, наследник. Госпожа сама бросилась. Вон. Я не виноват. Мы по приказу принцессы прощались с госпожой. Вдруг госпожа... Наследник, госпожа нас позвала. Сказала, лишь бы опозорить принцессу. Будь то болезнь или позор до смерти. Заткнись. Молчи. Вон. Кто позволил? Цингэ. Знаю, тебя подставили. Но сейчас тебе лучше уйти. Чу Цингэ. Убью тебя, мерзкая. Убью. Цингэ. Принцесса. Цингэ, ты ранена. Отпусти меня. Чу Цингэ довела меня до этого. Вся жизнь испорчена. Заткнись, Чу Вэйюнь. Братец Е, ты защищаешь эту дрянь, Чу Цингэ. Она довела меня до этого. Убей ее. Я тебя погубила. Если бы не твои злые умыслы, не подсыпала бы ты мне в вино. И не подстроила бы этих актеров. Сама бы не пожала плоды своих деяний. Ну и что? Ты же, Чу Цингэ, от природы распутна. С кем не спать, все равно спать. Актеры, что я тебе подготовила, разве не хороши? Тебе бы смирно дать им поиграть с тобой до смерти. Чу Вэйюнь. Как ты можешь говорить такие злые слова, подставлять? Сама же и расплачиваешься. А теперь еще и оскорбляешь Цингэ. Хочешь довести ее до смерти? До чего же ты дошла? Это она, Чу Цингэ, это она меня погубила. Ты что так долго лгала, что сама поверила? Все эти порочащие меня сплетни. Разве не из твоих уст исходят? Я чистая девица. Из-за твоих многолетних клевет стала для всей Чу самой позорной шлюхой. И как тебе не стыдно говорить, что я тебя погубила? Ваше Высочество, у вас рана на плече, поспешите лечиться. Отведите принцессу на лечение. Слушаюсь. Ваше Высочество, осторожнее, пошли. Братья, ты не смеешь уходить. Ты не можешь так со мной. Ты же обещал меня защищать. Смешно. А я ведь и правда думала о его начать все заново.
Между нами все равно стоит Чу Вэюнь. Начать заново – пустая мечта. Чу Вэюнь, ты до сих пор смеешь оскорблять Цинге? Я тогда ошиблась в тебе, столько дурного сделала. А ты все не раскаиваешься. Брат Е, ты никогда так не говорил с Юньер. Ты что, отказываешься от Юньер? Юньер может быть твоей, брат Е. Юньер может быть твоей, брат Е. Довольно. Ты не хочешь Юньер. Ты что, считаешь Юньер грязной, да? Между тобой и Юньер уже ничего не может быть, да? Чу Вэюнь, я никогда не считал тебя грязной. Но если у человека грязное сердце, то это уже неизлечимо. Не верю. Ты же явно. Чу Вэюнь, повторяю в последний раз. Между нами только братские чувства. Брат Е, я не хочу быть твоей сестрой. Ты правда не видишь моих чувств все эти годы? Я не хочу быть твоей сестрой. Я хочу быть твоей женщиной. Я хочу быть твоей принцессой, твоей женой. Хватит, Чу Вэюнь. Я повторяю в последний раз. Слушай внимательно. Между нами только братские чувства. И ничего больше. Брат и сестра? Кто хочет быть твоей сестрой? С тех пор, как моя мать, спасая твою, упала с башни и погибла. И меня оставили в усадьбе Гагуна. Юньер с самого начала считала себя твоей. Именно из-за этой милости. Я, как старший брат, всегда защищал тебя. И если бы не эта милость, в тот миг, когда ты ранила Цинге, я бы сам лишил тебя жизни. Чу Цинге, Чу Цинге. Опять Чу Цинге. Что в этой Чу Цинге такого хорошего? Ты же раньше ее ненавидел. А почему я ее ненавидел? Разве ты не понимаешь? Если бы не твои сплетни, я бы ее не понял неправильно. Но теперь я люблю ее. Она моя жена. Я буду беречь и ценить ее всю жизнь, никогда не предам. Всю жизнь никогда не предам. А я? А что для тебя значат все мои чувства за эти годы? Чу Вэюнь, у меня к тебе только братские чувства. В память о дружбе наших семей. Я и усадьба Гагуна обеспечат тебе почет на всю жизнь. Если будешь вести себя прилично, усадьба Гагуна окажет тебе должное уважение. Но если продолжишь распускать сплетни, я не буду с тобой церемониться. Вот это никогда не предам. Вот это не буду церемониться. Фэн Ли, раз ты ко мне так жесток, тогда не вини меня, если я отвечу тем же. Фэн Ли, вы же хвастались своей любовью, не так ли? Тогда я заставлю вас, как и я, попробовать беречь потери любимого. За все унижения, что вы мне сегодня причинили, вы заплатите своими жизнями. Цинге, ты проснулась? Цинге, я знаю, ты все еще злишься на меня. Вчерашняя ночь действительно была моей ошибкой. Но я все время беспокоился о твоих ранах. Поэтому принес тебе целебную мазь. Цинге, если ты снова не согласишься. Я войду прямо сейчас. Фэнсе. Наследный принц. А где принцесса? Принцесса она. Она сказала, что вражеские войска Северного Циня через 2 дня достигнут засады.
Поэтому на рассвете она легко снаряженной отправилась на передовую. Что? Кто дал тебе право отпускать ее без разрешения? Господин, это действительно принцесса угрожала жизнью, сказав, что если подчиненный помешает или доложит, она откажется лечиться. Подчиненный тоже не посмел шутить с жизнью принцессы. Мерзавец. Немедленно приготовь лошадей. Отдай приказ все дела в армии. Временно передаются под управление генерала Цинь действовать по первоначальному плану. Я, наследный принц, отправляюсь первым. Есть. Иди, Фэн Лие. Ты просто жди, чтобы вместе с Чуцинге, этой маленькой милашкой, стать призраками под мечами Северного Циня. Приказ наследного принца вам немедленно приготовить лошадей. Почему это ты передаешь приказ? Военная ситуация срочная, если задержите военные действия. Вы сможете это вынести? Фэн Ли, Чуцинге. Вы двое разве не были глубоко привязаны? Разве не сражались плечом к плечу? Я сейчас передам все ваши военные планы Северному Циню. Посмотрим, сможет ли эта ваша пара влюбленных. Все-таки быть вместе всю жизнь, никогда не предавая. Фэн Ли, Чуцинге. Ущелье для засады на Северный Цинь станет вашей могилой. Когда войска Северного Циня дойдут до этого места, наша армия сможет здесь устроить засаду. Цинге. Приветствую наследного принца. Наследный принц, вы тоже прибыли. Цинге, как ты могла действовать в одиночку? На тебе еще раны, как тело выдержит? Цинге, можешь ли ты больше не сердиться на меня? Вы идите пока. Есть. Не беспокойтесь, наследный принц, я ведь сама лекарь. Эта маленькая рана не стоит внимания. Сегодняшнее дело на передовой. Это то, о чем мы изначально договорились. Я всего лишь на 2 часа раньше, не в обиду тебе. Цинге, неужели мы должны так разговаривать? Наследный принц, армия Северного Цинь всего в 2 днях пути отсюда. Пожалуйста, наследный принц, говорите только о военных делах. Не говорите больше о личных чувствах. Цинге, наши отношения с трудом наладились. Неужели теперь мы снова станем чужими? Цинге, ты. Отпусти меня. Отпусти меня, ты. Цинге. Цинге. Это лучшее в армии средство от ран, оно чудесно помогает заживлению и удалению шрамов. Сначала нанеси его. Цинге. Знаю, ты еще злишься. Но твою рану нельзя запускать. Я сначала нанесу тебе лекарство. И мы спокойно поговорим. Лекарства я принимаю. Если больше ничего, то уходи. У меня много дел.
Фэн Лия. Ты мерзавец. Отпусти меня. Сначала нанеси лекарство, иначе никаких разговоров. Ты действительно бесстыдник. Цинге, знаю, ты еще злишься. Я был неправ. Мне не следовало доверять Чу Вэюню, из-за чего ты оказалась в опасности. И тем более не следовало так долго причинять тебе боль, что привело к нынешней ситуации между нами. Цинге. Надеюсь, ты не будешь злиться на свою рану. Позволь мне нанести лекарство, аккуратно, хорошо? Кто позволил тебе наносить? Я сама врач. Мое тело я знаю лучше всех. Не беспокойтесь, наследный принц. С этой раной самой тебе не справиться. Не упрямься. И говоришь несерьезно. Цинге. Знаю, ты ненавидишь меня, сердишься на меня. Раньше я был подлецом, не ценил. Отныне я буду вдвойне хорош к тебе. Не дам тебе страдать. Я причинил тебе боль. Ты наглец. Цинге, мне просто тебя жаль. Лекарство наложено, господин наследник, вам пора идти. Тогда хорошо отдыхай, если что-то случится. В любое время пусть Цаэр позовет меня. Цинге. Я знаю, у тебя в душе еще не развязался узел. Я не буду тебя торопить. На этот раз. Как бы то ни было, я не отпущу тебя. Пусть теперь я буду ждать тебя. Чу Цинге. Как же ты так бесхарактерен? Цинге. Я все обдумал. На этот раз ты ведешь отряд для нападения на тылы Северной Цинь. Это все же очень опасно. Я не могу позволить тебе рисковать в одиночку. Я пойду с тобой. Остальными военными делами временно займется заместитель. Нельзя. Ты главнокомандующий нашей армии, сердце и надежда всех войск. Хотя Северная армия временно не используется. Но ситуация меняется непредсказуемо. И только ты, сидя в одиночку в штабе, можешь стабилизировать обстановку. Действовать по обстоятельствам. Именно потому, что ситуация опасна, я не могу позволить тебе идти на риск в одиночку. Жизни и судьбы всей армии зависят от тебя одного. Они нуждаются в тебе больше, чем я. Кроме того, я тоже не пойду один. А ты, находясь здесь, будешь моей самой надежной опорой. Цинге, запомни цели этой миссии. Сжечь провиант и фураж и собрать доказательства. Если дело невыполнимо, обязательно сохрани себя. Хотя Северная Цинь уже находится под контролем наших войск. Но во всем нужно быть осторожным. Как только я разберусь с военными делами, немедленно выйду тебе навстречу. Хорошо. Я знаю меру. Цинге. Будь предельно осторожен во всем. Я буду ждать твоего возвращения. Угу. Но... Что происходит? Почему на душе так неспокойно? Господин, случилась беда. Что случилось? Говори ясно. Ваш слуга только что перехватил секреты донесений Северной Цинь. Они откуда-то узнали все наши расположения. Сейчас они не только полностью готовы к обороне, но и устроили засаду в главном лагере. Наш штурмовой отряд, посланный туда, боюсь, не вернется. Что? Цинге. Срочно перебросьте войска для поддержки фронта.
Фэнси, веди отряд и следуй за мной навстречу штурмовому отряду. Есть. Все действуют по плану. Вы отвечаете за сожжение и продовольствие. Я проникну в штаб Северного Цинь, чтобы разведать информацию. В случае опасности ставьте свою жизнь на первое место. Принцесса, вам слишком опасно идти одной. Позвольте мне сопровождать вас. Для разведки чем меньше людей, тем лучше. Больше людей, больше проблем. К тому же, по нашим данным, молодой командир Северного Цинь и элитные войска на фронте. Сейчас лагерь слабо охраняется. Я обязательно сохраню себя. Но нет никаких «но». Это военный приказ. После выполнения встретимся в 10 ли к югу от лагеря. Вперед! Принцесса, бегите. Беда, мы попали в ловушку. Принцесса Чу Цинье из Великого Чу. Я ждал вас уже давно. Чу Цинье, ты наконец в моих руках. Это весь план боевых действий Великого Чу. Ты, человек Чу, почему помогаешь мне? Потому что я хочу Фэнлия. И его возлюбленную Чу Цинье. Всех их отправить на тот свет без могилы. Врагов много, нас мало. Противник полностью вооружен. Если сейчас вступать в бой, это все равно, что яйцом о камень бить. Только хитростью есть шанс на спасение. Молодой господин расставил эту небесную сеть. Только чтобы поймать меня, маленькую женщину. Я польщена. Маленькая женщина. Нет. Как ты можешь считаться маленькой девочкой? Ходят слухи, что 9-я принцесса Великого Чу умна, отважна и невероятно красива. Сегодня я, князь, увидел ее. И действительно, слухи не врут. Молодой господин. Какое там умна и отважна. Она, Чу Цинье, просто пустышка. Все это лишь мелкие уловки, недостойные внимания. Чу Цинье, ты и есть пустышка. Вместо того, чтобы сидеть дома как брошенная жена, ты прибежала в военный лагерь. Играть в героиню. Ты сама виновата, что оказалась в таком положении. Получила по заслугам. Судя по словам этой девушки, мы, оказывается, старые знакомые. Ты кто такая? Смеешь называть себя моей знакомой? Тогда кто же вы, о богиня? Скрываете свое лицо. Прячетесь, как крыса в канаве, боящаяся света. Даже в беде я, Чу Цинье, остаюсь честной и открытой. Лучше, чем те, кто даже лица не показывает. Чу Цинье, твои провокации на меня не действуют. Ты до сих пор думаешь, что твои уловки спасут тебе жизнь? Каким бы высоким ни было твое прошлое, сейчас ты все равно в моих руках. Стала моей побежденной. Этот жалкий вид, барышня, напомнил мне о Великой Чу, о такой же затворнице, принцессе Юнь. Ах ты, милашка. На краю гибели, а все дерзишь. Посмотрим, как я с тобой разберусь. Даже эта паническая спешка очень на нее похожа. Посмотрю-ка, не скрывается ли под этой вуалью моя старая знакомая.
Ох. Нрав у девицы крутой, но мне нравится. Принцесса. Ходят слухи о твоей мудрости. Сначала разбила мой северный цинь. Потом избавила армию Чу от эпидемии. А теперь привела своих людей в мой лагерь северного циня. С такими способностями, как же ты, станешь припираться с хрупкой женщиной из моего войска. Ладно, пусть эта малютка еще немного поупрямится. Все-таки это лагерь Северного Циня. Повелитель Северного Циня ненавидит Чу Цинье и не пощадит ее. Это на 99% точно Чу Вэюнь. Не думал, что именно она выдала наши военные секреты. Сейчас главное выбраться. Вы слишком лестно отзываетесь, повелитель. Мне некуда деваться. Как я ни хитрила, теперь я все равно твоя пленница. Вот это настоящая героиня, не теряющая самообладание в беде. Какая смелость в таком положении, а еще шутишь с этим князем. Но, принцесса, ты думаешь, я не знаю, что ты тянешь время. Ждешь, что твои люди придут на помощь. Увы. К этому моменту они, наверное, уже вместе на пути в мир иной. Ты. Смелая, решительная. Ай-ой. Женщина, а с мечом играется. Если принцесса так настаивает на встрече с ними, я могу исполнить твое желание, учитывая твою неземную красоту. Я могу оставить тебе целое тело. Повелитель. Ага. Владыка Северного Цинь действительно грозный воин. Но и жуткий бабник. Раз так, я сыграю по его правилам, заманю поближе, усыплю бдительность. А потом улучшу момент и убью. Владыка. Не ожидала, что моя скромная внешность так заинтересует владыку. Для меня большая честь. Я не ожидал, что принцесса не только красавица, но и так обольстительна. Эта милашка Чу Цинье и правда распутница. Фэн Ли, тебе бы самому посмотреть. Вот та девушка, которую ты так любишь, легкомысленная и развратная. Бесстыдница. У нас строгая охрана, она всего лишь женщина. Вряд ли она сможет что-то натворить. Отлично. Я, владыка Северного Цинь, перепробовал множество женщин, но еще не пробовал принцессу, сражавшуюся на поле боя. Эй, передайте мой приказ всем отойти. Без моего приказа. Что бы ни происходило, никто не смеет приближаться. Есть. Эта милашка Чу Цинье и правда смогла соблазнить владыку Северного Цинь. Ладно, Чу Цинье, позволю тебе еще немного понежиться. Посмотрим, какой выражение будет Фэн Ли, когда он узнает, что его возлюбленная, чтобы выжить, отдавалась вражескому владыке. Красавица, теперь мы одни. Владыка. Неужели будем заниматься делом в одежде? Да-да, я слишком поторопился. Красавица, подожди немного. Ах ты, милашка. Так ты притворялась. Стража, стража. Владыка забыл. Вы сами отдали приказ. Ваши люди не подойдут до рассвета. Цинье прощается первой.
Стража. Кучка бездарей. Все сюда. Живо. Владыка. Владыка. Это милашка Цинье. Ранила меня и сбежала. Ищите. Всем искать. Если к рассвету не найдете, принесите свои головы. Есть. Вон. Есть. Все на поиски. Чу Цинье, ах ты, милашка. Я заставлю тебя страдать так, что и жизни не будет. Эти северные цинские варвары действительно толстокожие. Я ударил мечом. А он все еще не умер. Сегодняшние события полны странностей. Как военная тайна могла быть раскрыта? Те воины, что шли со мной на смерть. Я Чу Цинье подвел их. Когда я вернусь в Великое Чу, я обязательно. Беги. Не буду больше бежать. Я же сказал, тебе не уйти от меня. Изначально, учитывая твою сносную внешность, я хотел оставить тебе целое тело, но ты оказался так неблагодарен. Тогда большое спасибо, молодой господин. Что, снова хочешь ранить меня своей странной точечной техникой? Знай. Раз я уже знаю о ней, ты не сможешь причинить мне ни малейшего вреда. Так предатель и правда Чу Вэюнь. Этот прием я использовал после прибытия в этот мир. Только в ее присутствии. Дерзость. Ничтожный червь. Осмеливается кричать перед моей госпожой. Больно. Что ты сделал? Эта точка заставит тебя умереть от боли. Посмел ранить моих людей. Просто небольшое предупреждение. Чу Цинье, какие еще уловки у тебя есть? Показывай все, что можешь. Могу тебе сказать, все твои жалкие уловки мне давно прекрасно известны. Сегодня ты достоин лишь смерти от моего меча. Северные цинские разбойники посмели ранить мою Цинье. Фэн Лие, ты мерзавец. Кто разрешил тебе прийти сюда? Это Фэн Лие, бог войны Великого Шу. Фэн Лие, как он здесь оказался? Разве он не должен быть на передовой? Фэнси, я иду искать Цинье. Ты веди воинов и действуй отдельно. После того, как разберешься с лагерем северных цинцев. Есть. Немедленно напирай на почве. Вперед! За мной! Вперед! Заткнитесь, кучка ничтожеств. Чего бояться? Он всего один. Убейте его. Фэн Лие. В атаку! Не смей буйствовать. Что из того, что ты бог войны Великого Чу? Теперь ты один. А вокруг меня элита Северной Цинь. Если посмеешь дерзить, твоя возлюбленная погибнет. Отпусти ее. Я буду твоим заложником. Фэн Лие. Думаешь, я дурак? Она же любимая принцесса Цзю вашего императора Чу. Чу Цинье в моих руках ценнее, чем такой упрямец, как ты. Чего же ты хочешь? Очень просто. Раз ты ради нее один ворвался в лагерь Северной Цинь, значит, жизнь тебе уже не дорога. Тогда жизнь за жизнь. Нельзя. Тут вся элита Северной Цинь. Нельзя лезть напролом.
По скорости Фэнси и других они дойдут сюда. Максимум за время чашки чая. Мне нужно просто их удерживать. Дождаться Фэнси и выбраться. Хорошо. Фэн Лие, я принцесса, не разрешаю. Приказываю тебе уйти немедленно. Заткнись. Хорошо. Какая трогательная пара влюбленных. Даже я, князь, чуть не прослезился. Жаль. Я обещал кое-кому не дать вам троим легко отделаться. По чьей просьбе? Кажется, у тебя нет права меня спрашивать. 3 удара, 6 ран, сам себя коли. Нельзя. Заткнись. Нельзя. Что, боишься кольнуть? Если не кольнешь, тогда эти 3 удара придутся на твою нежную возлюбленную. Только не ее. На меня. Хорошо, боевой дух. Тогда прошу. Наша великая битва. Нельзя, Боже, нельзя. Фэн Лие, не надо. Цинье, я тебе многим обязан. До сих пор. Не принес тебе должных извинений. Если моя жизнь спасет тебя. Я только рад. Этот удар возмещает ту брачную ночь, когда я едва не задушил тебя. Твое отчаяние и борьба мучат меня до сих пор. Солдат справа шатается, явно не оправился от тяжелого ранения. Это шанс для прорыва. Что происходит? Докладывай, молодой господин. У подчиненного внезапно разболелось колено. Видимо, старая травма не зажила. Вот, ничтожество. По возвращении будешь наказан по воинскому уставу. На этой позиции молодой господин Северного Циня в 10 шагах от меня. Если я смогу нанести удар с первого раза, прорвусь. Фэн Лие, чего ждешь? Нет. Цинге, этот второй удар. В наказание за то, что я предпочитал Чу Юня. За то, что каждый раз ранил тебя. Заставлял плакать в одиночестве. В наказание за мою слепоту и глупость. Фэн Лие. Я прощаю тебя. Не делай так. Цинге. Даже если ты и вправду простила, я сам себе не смогу простить. Этот третий удар. В наказание за меня. За то, что заставлял тебя проливать кровь и слезы. За то, что бросал тебя одну, Фэн Лие. Если у нас еще будет будущее, я обязательно. Фэн Лие. Слушай, какой прекрасный звук. О чем плакать? Улыбайся своему Вану. Фэн Лие. Ваш Ван и представить не мог, что у тебя будет такой день. А. Разве ты не бог войны великого Чу? Разве ты не был непобедим? А. Все эти годы мои североцинские воины терпели унижение от тебя. Думал ли ты, что настанет такой день? Будешь вилять хвостом, как бездомный пес, выпрашивая пощаду у меня. А. Птицы в кустах на северо-западе вспорхнули, подкрепление прибыло. Молодой господин, беда, чуские войска идут. Что сказал? Отряд элиты Чу уничтожил наш лагерь. Уничтожил все припасы. Наши потери огромны. Скоро будут здесь. Молодой господин, нам нужно бежать. Фэн Лие. Не думал, что у тебя еще есть козырь в рукаве. Хорошо, тогда сегодня ваш Ван убьет вас обоих. На пути в мир иной будем несчастными влюбленными.
Когда ты подобрался так близко к своему повелителю? Сейчас ты не имеешь права задавать мне вопросы. Уничтожить североцинских разбойников. Убить. Фэн Ли, очнись. Я не позволю тебе. Цинге. Не плачь. Я не хочу видеть твои слезы. Я не плачу, Фэн Ли. Принцесса, вы наконец очнулись. Цая, как поживает Фэн Ли? Наследный принц, он... У вас раны, нельзя двигаться. Я должна его увидеть. Принцесса. Принцесса, вы как? Как он сейчас? Врач сказал, что 3 удара, нанесенные наследному принцу, были крайне жестоки. И не оставили ни малейшего шанса. К счастью, у принца крепкое здоровье, и он много лет воевал, закалив свое тело, поэтому едва выдержал. Уходите. Принцесса, Я буду за ним ухаживать. принцесса, вы сами тяжело ранены. К тому же в лагере есть лекари, которые позаботятся вам лучше. Я и есть лучший лекарь. Его болезнь буду лечить я. Хорошо, я буду ждать у входа в лагерь. Если что понадобится, принцесса, приказывайте в любое время. Фэн Ли. С тобой все будет хорошо. Ты очнулся. Не шевелись. Если бы я не очнулся, меня бы затопили слезами принцессы. Ты еще шутишь. Ты знаешь, ты чуть не... Не волнуйся. Со мной все в порядке. Я знаю меру. Не стану делать необдуманных поступков. Сейчас битва окончена. Ты вернулся с великой победой, наследный принц Северный Цинь. Стал нашим пленником. Эти 3 удара я получил не зря. Говоря о битве. Тебе не кажется, что наша встреча с опасностью была очень странной? Наши войска строго охраняли информацию, но Северная Цинь знала о передовой. С распределением в лагере. Я думаю, это слишком уж совпадает. В нашей армии есть предатель. Ты подозреваешь Чу Вэюнь. Да, фигура и манеры той девушки. Очень похожа на Чу Вэюнь. И тот мой секретный метод. Я демонстрировал только перед Чу Вэюнь. Даже тебе. Не рассказывал. Жаль. Я пообещал другому, что не позволю вам умереть слишком легко. Значит, это она. Ее замыслы действительно коварны, она не раз вредила тебе, но... Это лишь интриги в женских покоях. Как она могла решиться на измену и предательство страны? Я тоже не хочу. Но я боюсь, что она уже давно ненавидит меня до глубины души. И готова на все ради своей цели. Пока это лишь догадки, если хочешь узнать правду. Вызовем ее сюда и устроим мощную ставку. Фэнси. Наследный принц, ваш подчиненный здесь. Пойди и немедленно пригласи княжну Юнь. Слушаюсь. Если это действительно Чу Вэюнь, как вы намерены поступить, наследный принц? В прошлом она совершила немало ошибок.
Но я помнил о милости ее матери к нашему дому и проявлял к ней особую снисходительность. Если же она действительно предала страну, я не смогу ее пощадить. Почему ты один? Господин, я только что был в шатре княжны и узнал, что княжна тайно ушла на следующий день после того унижения. И с тех пор не возвращалась в лагерь. Что? Она ушла? Да, и еще кое-что. Я только что узнал. В тот день, когда вы с принцессой отправились на передовую. Вскоре после вашего отъезда княжна Юнь под предлогом подготовки лошадей намеренно отослала всех стражников от шатра. Она ушла сама и еще отослала стражу. Судя по времени ее ухода, оно как раз совпадает со временем утечки военной информации. А среди пленных не было ее. Не было. Тогда ищите. Отдайте приказ. Всеми силами разыскать Чу Юнь. Живой или мертвой. Найти ее. Слушаюсь. Подожди. Нужно не только выяснить, где Чу Юнь, но и строго допросить того наследника Северного Цэнь, что в тюрьме. Корень утечки военных тайн должен быть раскрыт. Такой двойной подход, даже если Чу Юнь не шпион, не позволит настоящему предателю уйти от ответственности. Сделайте, как сказала принцесса. Если будут новости, немедленно отзовите. Есть. Цингэ. Мне не терпится вернуться домой. Цингэ. В столицу. Я хочу снова сыграть с тобой свадьбу. Если ты захочешь скакать по свету, я пройду с тобой всю великую страну Чу. Если захочешь спокойной жизни, я засажу весь дом твоими любимыми цветами. Цингэ, ты согласна? Согласна. Смотрите, вот главная героиня всех недавних сплетен. Говорят, наследник в армии уже тайно сошелся с госпожой Юнь. А теперь не хочет отвечать за свои поступки. Да, именно так. Слышал, госпожа Юнь давно вернулась в усадьбу герцога. Все дни в слезах, наверное, много натерпелась. Мужчинам иметь наложниц – обычное дело, тем более наследнику. По-моему, эта принцесса ревнует и не терпит госпожу. Не несите ерунды. Ты что, с ума сошел? Цингэ, я не виноват. Я тебе верю. Это наверняка Чу Юнь. Затаившая злобу использует грязные методы, чтобы опорочить нас. Я как раз собирался ее искать, а она сама пришла. Пойдем. Фэн Ли, Чу Цингэ. Вы смогли вырваться из осады Северного Цинь. Но не беда. Сегодня на банкете я пригласил самых влиятельных вельмож столицы. Когда я подтвержу вашу репутацию негодяев и ревнивцев. Посмотрим, как вы после этого опозоритесь. И удержитесь в столице. Тетушка. Юнер не хотела бы беспокоить вас и всех почтенных гостей. Но у Юнер просто нет другого выхода. Когда мы были в армии, наследник. Юнь-Эр уже принадлежит наследнику. Юнер не просит никакого статуса. Юнер лишь хочет быть рядом с наследником. Этого мне будет достаточно. Врешь. Я к тебе пальцем не прикасался.
Чу Вэйюнь. Ты еще тут сплетни распускаешь, все переворачиваешь с ног на голову. Твои связи с наследником Северного Циня. Нельзя. Почему он вдруг заговорил о Северном Цине? Я тогда отлично замаскировался. Нет, если бы у них были доказательства, они бы давно меня схватили. Раз нет прямых улик, если они начнут допрашивать. Я скажу, что они просто в ярости и огрызаются на меня. В тот день она тщательно замаскировалась, у нас нет доказательств. Если сейчас ее разоблачить, только спугнем. И эти знатные особы решат, что мы все выдумали. Чтобы оклеветать ее. Неужели мы позволим ей безнаказанно клеветать? Мы тогда дали ей сохранить лицо. Приказали 3 армиям молчать, кто бы мог подумать, что она воспользуется такой лазейкой. Наследник. Настоящий мужчина должен отвечать за свои поступки. Раз уж ты с княжной. Должен отвечать до конца, иначе это просто бросить после использования. Ты погубишь ее жизнь. Хотя принцесса из знатного рода. Но должна понимать главенство мужа и быть великодушной. Такая ревность. Разве это достойная жена? Лие, тебе действительно нужно дать Юниор объяснение. Матушка, между мной и Чу Вэйюнь все чисто. Ничего предосудительного не было. Братец Е, ты тогда говорил не так. Когда ласкался, называл меня Юниор, а теперь... Так официально. Звать Чу Вэйюнь. Наследник ли не выглядит бессердечным? Не ожидал, что совершит такую подлость, бросит после близости. Верно. Княжна Юнь с ним много лет близка. Даже если этого не было, он должен был ее взять в жены. Давно слышали, что принцесса Цзю ревнива. Не думали, что это правда. Уже все случилось, а она не пускает ее в дом. Бедная княжна Юнь. Чу Вэйюнь, как ты можешь быть такой бесстыдной? Что ты мне сделаешь? Княжна. Ты так уверенно заявляешь, что была с наследником, как муж с женой. Тогда скажи, у наследника на пояснице старый шрам. Какой он формы? Сколько длиной, поперек или вдоль? Вдоль, около 2 цуней. Нет, 3 цуней. У меня на пояснице нет шрама. Княжна Юнь, разве не говорила, что с наследником? Уже произошло. Как так? Даже следы не можешь описать. Неужели тут скрывается тайна? Может, она нас всех обманула? Неужели ее обычная притворная глупость была фальшивой? Нет, в тот день свет свечи был слишком тусклым. Юниор не разглядела хорошо. Раз княжна не разглядела. Есть ли другие свидетели, которые могут подтвердить, что наследник был в твоей комнате? Конечно, есть. Моя горничная может подтвердить. Твоя горничная уже мертва. А как она умерла, княжна должна хорошо знать. Она из-за... Чу Цинье, заткнись. Княжна, почему ты паникуешь? Может, тот мужчина не наследник, а какой-нибудь сомнительный, вроде танцора из Мочина. Нет, это не так. Ты врешь. Я вчера вечером явно дала тебе достаточно любовного зелья. И тех 3 танцоров тоже для тебя подготовила. Почему? Почему с тобой ничего не случилось, а опозоренной оказалась я? Что? Юниор, как ты могла совершить такую глупость? Что? Оказывается, не с наследником, а с низкими танцорами. И даже с 3. Она совершила такое позорное дело. И еще пыталась оклеветать наследника. По ее словам, она хотела очернить принцессу Цзю. Не ожидала, что она способна на такое грязное дело. А ведь принцесса Цзю раньше всегда за нее заступалась при дворе. Княжна Юн оказалась такой мерзкой. Какая там чистота и доброта? П.Ф. Наследник Ли уже женат, а она все крутится вокруг него. Маленькая лисичка, да. Вы меня подловили. Теперь все раскрылось. Мне в столице больше не удержаться. Если они еще публично разоблачат мою связь с северной границей. Если у тебя чистая совесть, чего бояться моей проверки? Чу Вэйюнь, ты раз за разом клевещешь. И впутываешь Северная Цинь. Скорее позовите лекаря. Отведите ее в покое.
Прошу прощения за сцену. Когда я разберусь с этим делом, обязательно приду с извинениями. Госпожа Гогун не стоит. Мы позволим себе удалиться. Сегодняшнее дело, если бы не твоя смекалка, нам бы не оправдаться. Когда она очнется. Надо с ней разобраться насчет ее связей с Северным Цинь. Беда. 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 Госпожа наследника, принцесса. Княжна притворялась в обмороке. Она внезапно напала, ранила служанку и сбежала через черный ход. Что? Рабыня не умеет боевые искусства, просто не смогла удержать. Госпожа, немного владеющая кулачным боем. Фэнси, передай приказ. По всему городу ищите Чу в июне. Есть. Лие, Цинге, сегодня вы потерпели несправедливость. Дела в усадьбе я сама разберу. Император ждет вас во дворце, поспешите на аудиенцию. Сын откланивается. Подданный приветствует Ваше Величество. Не вставай. Хорошо? Отлично сработано. Лие, этот бой был просто великолепен. Не только прославил мощь великого Чу, но и лишил Северную Цинь продовольствия, даже их молодого господина. Взяли в плен. После этой битвы в ближайшие 50 лет. Они будут серьезно ослаблены в ближайшие 50 лет. Не посмеют посягнуть на земли великого Чу. Не зря зовешься богом войны великого Чу. Ваше Величество, перехваливайте, я не смею присваивать заслуги. Защита дома и родины. Мой долг. В этой битве все благодаря доблести воинов. И единству армии. Конечно. И, конечно, не обошлось без принцессы. Ее гениальной стратегии. Это само собой. Ну как отец. Цин-эр. Не разочаровала вас. Я отправил тебя с армией, думая, что вы молодожены. Жалел, что ты будешь одна. Кто мог подумать, ты устроила такой переполох. Но эта битва действительно незаменима. Я благодарю Ваше Величество за то, что отправили Цинге в армию. Благодаря ей наша армия в битве за Мочин обрела крылья. Лечила солдат, мудро разбила врага, устранила эпидемию. Даже сама ходила в рейд на вражеский лагерь. Моя маленькая Цинге выросла. Лие, что ты делаешь? Ваше Величество, способности принцессы намного превосходят описанное в донесениях. Если бы не ее неоднократное спасение ситуации, ход войны вряд ли был бы таким гладким. Вся армия может это подтвердить. Поэтому я почтительно прошу Ваше Величество, за воином великого Чучу Цинге, утвердить военные заслуги. Лие, ты. Лие, Цинге и так золотая ветвь. Принцесса великого Чу, благородного происхождения. Родилась, имея все. Я действительно не понимаю, зачем ей еще военные заслуги? Я хочу. Это никогда не было твоим чувством вины. И не было пустым титулом княжны. А достоинством, которое должно быть у человека. На поле боя, Ваше Величество. Она прежде всего человек Чу Цинге. Воин, обладающий смелостью, мудростью и ответственностью. Эти выдающиеся заслуги – заслуги не титула принцесса Цзю, а человека Чу Цинге, приобретенные ее кровью, потом и одиночной борьбой. Эта слава принадлежит человеку Чу Цинге, а не титулу принцесса Цзю. Ваше Величество, я, как главнокомандующий в битве при Мочине, умоляю вас даровать ей заслуженную славу. Я был непредусмотрителен. Раз так, то разрешаю. Согласно законам великого Чу. Присвоить Чу Цинге заслуги первой степени. Наградить 10 000 лянов золота. Ваш сын принимает указ и благодарит за милость. По закону, за такие военные заслуги следует присвоить звание генерала. Но за сотни лет существования великого Чу никогда не было женщины-генерала.
Ваше Величество, в военных записях учитываются только заслуги, а не пол. Хорошо сказано. Сегодня положим начало. Принцесса Цзю Чуцингэ, обладающая и мудростью, и отвагой, с блестящими боевыми заслугами, специально назначается на должность генерала. И жалуется генеральская усадьба. Ваш сын принимает указ и благодарит за милость. Отец, будьте спокойны. Цинэр обязательно своим мечом защитит реки и горы нашего великого Чу. Я не ожидал, что все, что я тебе тогда сказал, ты все запомнила. Каждое твое слово. Я помню. Отныне ты принцесса царства Чу. Чу Цингэ. И женщина-воин Чу Цингэ. И прежде всего, ты сама. Генерал Фэн отныне при дворе. Мы с тобой коллеги. Не будет ли у меня чести посетить генеральскую усадьбу генерала Чу? Генеральская усадьба генерала Чу и впрямь великолепна. Когда закончат отделку, боюсь, даже моя усадьба герцога поблекнет в сравнении. Конечно. Ведь я первая женщина-генерал великого Чу. Теперь же репутация полностью разрушена. Еще и сифилис подхватил. Вы все получили титулы и звания, а теперь хотите с помпой. Сыграть свадьбу? Мечтайте. Пока я, Чу Вэюнь, здесь. Ваш праздник превратится в похороны. Наследный принц, принцесса. Что случилось? Вы так спешите, что-то произошло. Сегодня днем возле резиденции принцессы. Заметили подозрительную женщину. Подозреваю, это Чу Вэюнь. Я утроил охрану, идет тщательный обыск. И еще. Тот пленный наследник Северного Цинь кое-что выдал. И что же? Он признался, что тот, кто выдал расположение наших войск. И был Чу Вэюнь. Так это она. Мы с ней выросли вместе. В мелочах я всегда ей уступал. Но измена родине – тяжкое преступление. Если я и дальше буду покрывать ее из-за старой дружбы наших матерей, чем я тогда лучше предателей? Не будь так строг к себе. Чу Вэюнь. Хотя и помогла тебе, но семья Фэн много лет хорошо к ней относилась, давно отплатив за добро. Сейчас главное поймать ее, чтобы она больше не натворила бед. Ты прав. И за измену, и за причиненный тебе вред. Она должна понести заслуженное наказание. Отдай приказ до моей свадьбы с принцессой. Чу Вэюнь должна быть схвачена. Слушаюсь. Быстрее несите туда. Осторожнее. Сегодня важный день, вечером без проколов. Не волнуйтесь. Завтра свадьба наследного принца и принцессы. Великая радость. Мы и думать не смеем о небрежности. Вы не представляете, сколько испытаний. Выпала на долю нашей принцессы и наследного принца. Наконец-то любящие сердца соединились. Еще бы. Говорят, свадебное платье принцессы. Принц сам контролировал вышивку. Оно невероятно красивое. Конечно, иначе и быть не может. Свадьба. Как только я отравлю колодец. Отправляйтесь в загробный мир играть свадьбу. Помедленнее. Эй. Что-то лицо твое мне незнакомо.
Ты откуда, служанка? На свадьбу наследного принца и принцессы не хватает рук в усадьбе. Меня только что наняли. Правда. А мне кажется, что я тебя где-то видел. Похож на... Княжну Юнь? Ой, тебе показалось. Как она может быть княжной Юнь? Княжная Юнь. Хотя и не сравнится с нашей принцессой, красотой покоряющей страны. Но тоже довольно миловидно. Посмотри на нее, этот. Эй, пошли скорее. Нам еще украшать свадебный покой. Да, пошли, пошли. Верно говоришь. Хотя, если задуматься, давно уже не видел ту княжну Юнь. И пусть не приходит, чтобы не испортила радость нашей принцессы. И наследника. По-моему, наша принцесса и наследник. Самое что ни на есть идеальная пара. Фэн Ли, Чу Цинге. Вы, супруги, довели меня до того, что я стала не человек, не призрак. Даже служанки могут наступить на меня. А вы еще хотите спокойно пожениться? Не бывать этому. Я заставлю всех в вашей усадьбе Гунга пойти со мной в могилу. Вот она. Она там. Чу Вэйюнь, ты все же пришла. Это вы. Это вы, эта парочка, намеренно распространили весть о свадьбе. И устроили ловушку, чтобы заманить меня, верно? Если бы не так, как бы ты вообще появилась. Просто я не ожидал, что ты захочешь отравить всю семью усадьбы Гунга. Ну и что с того? Разве вы не заслужили этого? Вы погубили меня. И должны искупить вину. А вы еще мечтаете о пышной свадьбе, о гармонии. ПФФ. Пустые мечты. Вы должны искупить свою вину передо мной. Чу Вэйюнь. Раньше я думал, что ты просто ревнива, но теперь вижу. Ты просто змея подколодная, не разбирающая, где правда, а где ложь. Ты сама себя толкнула в эту пропасть. Какие бы обиды ты ни таила, не должно было доходить до предательства и сговора с врагом. Чу Цинге, да кто ты такая? Смеешь свысока меня осуждать? Ты что, сейчас хвастаешься передо мной своим успехом? Чему тут радоваться? Я убью тебя. Фэн Ли. Как ты мог так со мной поступить? Разве ты забыл, что моя мать спасла жизнь твоей матери? Что с того, что спасла? Если бы ты не предала, я бы мог обеспечить тебе роскошную жизнь. Но ты сама связалась с наследником Северного Цинь. Какой бы великой ни была милость, я больше не могу тебя покрывать. Вот ты какой, Фэн Ли. Так вот как семья Фэн относится к тем, кто спас жизнь. К счастью, моя мать не была спасительницей твоей матери. Иначе я бы даже призраком не оставила. Вас двоих в покое. Чу Вэйюнь. Что ты хочешь этим сказать? В те годы между нашими матерями произошла ссора. Твоя мать в приступе ярости толкнула мою. Но моя мать нечаянно тоже упала. Небеса несправедливы. Мою мать сбросили с высоты на смерть, а твоя. Та женщина выжила. Боясь, что мир узнает о ее преступлении. Она солгала, что моя мать спасла ее. Смешно, что императорский двор поверил этой лжи. Даровал мне титул Цзюньчу и отправил в усадьбу Гагуна. Чтобы все вы в усадьбе Гагуна вертелись вокруг меня. Чу Вэйюнь. Ты говоришь правду. А как иначе? Я могла бы хранить эту тайну всю жизнь в своем сердце. Это ты все из-за того, что женился на Чу Цинге. Эта женщина, не вини меня, если я пойду на крайние меры. Чу Вэйюнь в этом деле. Ясно, что твоя мать первой причинила вред. Мать Фэн Ли не только не потребовала ответа. Наоборот, помогла скрыть, сохранив вашу честь. Даже даровала тебе несвойственный титул Цзюньчжу.
Чем твои действия отличаются от черной неблагодарности? Заткнись. Чу Цинге, ты женщина. Тебе ли говорить? Какая бы ни была правда, моя мать все равно погибла. Я все надеялась, что мы с Фэн Ли будем вместе до седых волос. Поэтому молчала. Но не ожидала. Фэн Ли, ты предал меня. Чу Цинге, ты погубила меня. Тогда не вини меня за жестокость. Мне наплевать на неблагодарность. Сейчас я. Хочу лишь вашей жизни, это парочка. Это Чу Вэйюнь прямо как бешеная собака. Верно, а мы раньше думали, она красива и добра. Оказывается, все обман. Раньше она всегда клеветала на принцессу Цзю, не ожидали, что она самая отвратительная. Усадьба Гогуна кормила-поила. Ее столько лет, а вырастила неблагодарную. Не думала, что столько лет я ошибалась, приняв дочь врага. Считай тебя благодетелем, я тебе все позволяла. Даже ранила моих любимых. Чу Вэйюнь. Отныне усадьба Гогун разрывает с тобой все связи. С чего бы это? Ты, усадьба Гогун, обещал заботиться обо мне всю жизнь. Как можно нарушить слово? Да, я скрыла правду, а твоя дорогая матушка? Она тоже с нечистой совестью. Боялась, что мир узнает, как она погубила человека, вот и притворялась, признавая меня дочерью благодетеля. А ты, Фэн Ли, должен был жениться на мне, чтобы расплатиться за этот долг. Это все вы мне должны. Что ты сказала? Юньер, все эти годы. Вот как ты обо мне думала. Ты, старый хрыч, хватит притворяться, до сих пор здесь. Разыгрываешь спектакль. Я тебя разоблачила. Что тебе еще оправдываться? Юньер. Ты ошибаешься. Я объявлял тебя дочерью благодетеля. Никогда не для того, чтобы скрыть свой позор. Я не хотел, чтобы сирота страдала из-за своей преступной матери. Мне было жаль тебя, одинокую, я хотел дать тебе достойную жизнь. Все эти годы я хранил эту тайну, чтобы ты могла жить честно и прямо. Все эти годы мои добрые намерения все же были потрачены впустую. Мама впервые купила мне такую вкусную еду. И такую красивую новую одежду. Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я тебе помог? Устроить Юньер в дом Шаншу? Ты с ума сошел? Ты же знаешь, что там у старику за 70. Он берет в жены юных девушек для утех, а ты ради пары лянов серебра. Хочешь столкнуть ее в огненную яму? С тех пор, как ее несчастный отец 3 года назад умер. Я не могу найти достойного мужчину. Продать ее в дом Шаншу, я получу серебро, она – перспективы. И я смогу выйти замуж, это обоюдная выгода. Мы знакомы с детства, и ты не хочешь помочь в таком пустяке? Именно потому, что мы знакомы с детства. Я не могу просто смотреть, как такая юная Юньер ступит в огненную яму. То, что ты сегодня сказал, я забуду. Если хочешь, я могу усыновить Юньер, моя усадьба Гогун. Обязательно вырастет ее достойной женщиной. Усыновлю как дочь. Хватит строить из себя благодетеля. Ты просто хочешь, чтобы на мне осталось клеймо, бросившей родную дочь. Чтобы подчеркнуть добродетель госпожи Гогун? Какое лицемерие? Истинное тщеславие. Как ты можешь так думать обо мне? Мы же подруги с детства. Я искренне хочу добра вам обеим. Не могу смотреть, как вы сбиваетесь с пути. Подруги. С детства ты во всем меня превосходила. Я всегда была в твоей тени. Ты вышла замуж в дом Гогун. Пользуешься роскошью и богатством. А я вышла за короткожителя, стала вдовой при жизни. Ладно. Раз не хочешь помочь, иди к черту. Не может быть. Вы лжете. Вы все. Лицемерные негодяи.
Сфабрикованная ложь. Хотите опорочить мою мать? Мечтайте. Ни единому слову не поверю. Это ложь. Ложь, которую моя мать создавала всю жизнь, чтобы защитить тебя. Она не хотела, чтобы ты узнала, насколько подлой была твоя мать. И тем более, что ты для нее всего лишь товар, выставленный на продажу. Она защищала тебя. Чу Вэйюнь. Она из кожи вон лезла, поддерживая ту жалкую видимость приличия между тобой и твоей матерью. А в ответ получила твою черную неблагодарность. Предательство и измену родине. До сих пор не раскаиваешься. Ты и вправду так же низка и эгоистична, как твоя мать. Яблочко от яблони. Вся моя жизнь оказалась сплошной насмешкой. Фэнси. Похороните ее с почестями. Слушаюсь. Наконец-то. Все завершилось. Цингэ. Отныне ты моя законная супруга. Да. Все перипетии, наконец, позади. Оглядываясь назад, словно прожил другую жизнь. Свадебная ночь, которую я тебе задолжал, наконец-то состоялась. Темное прошлое пусть останется в прошлом. Отныне ничто больше не разлучит нас. Я буду ценить, уважать и любить тебя. Всю жизнь. Никогда не предам. Тогда тебе придется строго соблюдать эти условия. Если нарушишь, я вернусь в свою резиденцию генерала. Не посмею. Я, твой подчиненный, навеки останусь преданным и верным. Личным телохранителем генерала Чу. Тогда проверю тебя, что делает личный телохранитель. Подать чай, наточить меч, согреть постель, сложить одеяло. Лишь прикажи, генерал Чу, и я, твой подчиненный, без лишних слов. Всегда к твоим услугам. И это все. Еще кое-что. И в эту ночь, и во все последующие ночи, я, твой подчиненный, буду усердно служить генералу. Маленький телохранитель, а язык хорошо подвешен. Ночь коротка. Мой генерал.